Так. Итак, всем привет. Начинается стрим по ужастику одному. Называется Man of Medan. Решил пока Warcraft не играть. Что-то вот зашел на классику, там очередь. Зашел в актуал. Я такой подумал, блин, ну без Дэна как-то не то. Ну и решил не играть. И лучше всего подумал, давайте-ка поиграем и Man of Medan. Новый ужастик. Совершенно новый. Ну, это прям как Until Dawn, так что это прям будет как просмотр кинца на выходной вечерочек. Самое то, я думаю. Просто самое то. Так. Так, сейчас. Угу. Ой, сопли. Болею. Постараюсь не сопеть. Я, когда болею, очень шумно дышу носом. Постараюсь дышать ртом. Если получится, конечно. Так. Ну все, вроде готово. Настройки все выполнены. Запускаем Man of Medan. О, я же могу еще Man of Medan, блин, с другом сыграть. С кем-нибудь. Ну, как. Не знаю, кто-то из моих стимовских друзей играет в эту игру или нет. Я даже не знаю. Так, сейчас надо захватить игру. Ну, звуки там, конечно, стрёмные. Вот. Стараемся играть, наверное, без вебки, чтобы вам было хорошо. Правильно, я думаю? Правильно. Так, вот это вот наверх уберу вообще. Это тоже. Да и я сейчас без вебки стримлю, потому что у меня на лице фурункул был, все такое, ну, короче, я думаю, понятно все. Но если уж, не знаю, вдруг захочется, то я сюда поставлю свою вебку. Ладненько, давайте-ка, думаю, начнем. Сейчас. Небольшие настройки с интерфейсом выполнены.
Да, в эту игру еще с джойстиком можно играть, но я поиграю на клаве. Привет, Антон. Так. Политика конфиденциальности, ну... Так. Мгм. Ну, не важно. Хм. Так, двигайте ползунок до тех пор, пока левый значок не станет неразличимым. Ну, типа, вот так вот. Ладно. Вот. Так, теперь дальше. По настройкам. Ну, нормально вроде. А управление что? Значки Xbox. Да уж лучше PlayStation. Так, назначение клавиш. Да. Идти быстрее. Прицеливание мышка. Взять, поднять предмет. Мышкой, окей. Осмотреть. Ага. Ага. Ну, все просто, в принципе. Специальные возможности. Отключить таймер в QTE. Фон для субтитров. Цвет субтитров. Субтитры, кстати. Не включить, наверное, надо будет, да? Лучше. Ну, если что, потом выключим, наверное. Ну, кому как нравится. Мне вот, например, иногда фильмы нравится смотреть с субтитрами, но с английской озвучкой и типа русскими субтитрами, либо наоборот, с русской озвучкой и английскими субтитрами. Не играйте в одиночку. Играть вместе с друзьями. Так. Все контруй рубятся. Так, давайте-ка я посмотрю все-таки. Может, у кого-то есть эта игра? Чисто так. А вдруг кооперативный контент у нас будет сегодня? Мало ли. Нет, никто не купил эту игру. Никто не отважился купить эту игру, так что я играю один. Гордый, с такого одиночества. Ага. Китайский рынок, Южно-Китайское море. В китайском рынке, в Южно-Китайском море. Неплохо. Так. Новая история. Ячейка. Каноническая версия. Пройти историю по основному пути. Пройти историю, выбрав другой путь, открывается после прохождения канонической. Ничего себе, даже так можно? Интересно-то как. Типа картина и на ней оживленный рисунок. Ну, прикольно. Извините за сопли там. Как бы болею.
Громкость игры сделаю, пожалуй, громкой очень. А себя, ну, еще чуть погромче сделаю тоже. Вот так вот. Отображение этих долбанных оверлеев, думаю, будет нам мешать сильно. Тупые оверлеи. Ну, жалко, я достижения не узнаю, какие там были. Ну, все такое. Ну ладно. Кому они нужны? Ого. Окей. Man of Medan. Начинается. Угу. Видимо, время старое. Чё-то прям кажется такой сюжет здесь, типа, ну как в этом. Призрачный корабль, по-моему, фильм назывался. Там перевозили ящики с золотом, но тут явно ящики с людьми, гробы. Да, после тяжкой работы парни решили выпить пиво. Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу. Стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Да. 你能搏斗吗，勇士？ Вы умеете драться? Умею ли я? Эй, Они понимают еще? дай четвертак. Если бы не субтитры, я бы Зачем? хуй понял. Хочу узнать будущее. Ого. Поехали. Джо, Рассказывай, что портовый меня рынок. ждёт. 你 Манчжурия. 对这些牌 После Второй мировой. 有疑问吗？ Какой ты вопрос хочешь задать Костям? Стану ли я богатым? Сомнение. Расскажи о моем сне. Любопытство. Ну окей. Ну, о моем сне, давай. Я про сына своего хочу спросить. Он, Сыне? у него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Я выбрать еще должен. Бамбук или драку. Давай бамбук. 看这张牌， Взгляни на кость. Скажи 你 мне, 看到了什么？ что ты видишь? Ну, Рыба? на рыбу похоже. 你的财富 Твоя 可能来 судьба 自任何方 может 向， прийти тебе любой 但是 из дорог. Ну или что-то типа того. Но она как таинственный 风 ветер. 吹来， Но такой ветер всегда 死亡和 несет 厄运 за собой 肯定 смерть 会 и 随 страдания. 之而来。 Смерть? Ме- Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Особенности обновлены. Эгоизм, безрассудство, неуверенность. Окей. Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А селенок хватит? 你能比你的朋友打得更 Сможете 好吗， превзойти своего 勇 друга? 士？ Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую.
Кутуе. Угу. Ну, это неплохое такое обучение. Я давно в 我以 такие 为 игры 你 не играл. 说你可以搏 Вы 斗， вроде сказали, что вы умеете драться. А что не так? Или только настоящее испытание сейчас началось? А, бля! «谢谢你来玩 Спасибо, что ，Have a зашли. nice day。 Всего хорошего. Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один Вместо вопрос задать. А Слушай, нам на правда Д пора. нажал. Дерьмо. Безрассудство, неуверенность, эгоизм, альтруизм. Да. Блин, а люди-то меняются. Блин, кстати. Яркость надо повысить, мне кажется, то ни хрена не видно. Вот, серьезно. Вам не видно 100%. По второй грузи! В трюм номер 2! Что-то грузят с китайского квартала. Мне кажется, это прям хреново может кончиться. Там и череп нарисован. Ну типа... В этих китайских кварталах можно и гремлинов подцепить. И всякие проклятия там нехорошие. Или наоборот тебя проклянут. А тут, видимо, проклятые вещи какие-то они взяли. Постой! А где мои 50 центов? 50 центов? Какие 50 центов? Верни деньги! Отвали! Ты мне тут не приказывай! На! -1. Вот мое медицинское заключение! Эти парни надрались по-черному, потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Второго волоките в карцер. Пусть там посидит. Жестко, да. Блин, у чувака медицинское образование. О, дерьмо. Да, там явно какие-то ядовитые отходы были, и от удара молнии они все эти полопались или что-то типа того, я не знаю. Короче, что-то секретное там было. Блин, прикольно сделали. Лазарет, окей. Это его сын, да?
Папа, возвращайся скорее. Мгм. Что за хрень? Охренеть. Уже труп. Ну. Ничего нельзя сделать, видимо. Мы ему уже не поможем. Да. Ключом нас заперли. С помощью навесного замка еще главное изнутри. Так. Туда. Или сюда. Пойду туда. А, туда не могу. Казалось, там еще один коридор. Не, графони классно. А это карцер, да? Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп Что? в лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Ну хоть не доебал меня там 50 центами своими, блин. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии, своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, производившего арест, ссора могла перерасти в публичную драку, и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Блять, они сами вернулись. Ну, как всегда, всю. Нахуя это делать? Просто бы отпиздил бы их и все. А почему тут кровь? Чего? Почему там кровь? Ага. Гауптвахта, 27-я неделя. Понедельник. Артур Миллер. Мелкая кража, сутки карцера. Шкафчики. Так, сейчас. Так, да, пишут по телефону. Приходится отвечать, надо отвечать. Так. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера и вещи возвращены владельцу. Среда. Дэвид Дэвис. Рядовое. Нарушение режима доступа. Двое суток карцера. Обнаружен в грузовом отсеке.
3А без права находиться там неповиновение приказам. Рядовой первого класса Луис Брент. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Несут карты обнаружен в нетрезвом состоянии увольнения на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Одни сутки карты обнаружен в нетрезвом состоянии. Понятно. Погоди, а на обороте что-нибудь написано у них? О! Суббота. Чарльз Андерсон. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Драка 10 суток карс. Джозеф Робертс. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Драка. В корабельный лазарет. Блин, меня еще собирались на карцер на 10 суток отправить. Да. Так, сейф. Ладно, погнали отсюда. Ни хрена. Нажмите, чтобы... Да ладно. Неуравновешенный солдат, это хуёвая тема. Ебать, он бегает, просто всех стреляет там на. Пиздец. Может, он галюны какие-то поймал или типа того? Подожди. Что это было? Там этот дымок. Везде этот дымок. Почти уже. 100% галюники. Галюны. Эй, Чарли, сюда! Блин, а туда надо было пойти, нет? Блядь! Твою мать! Не говори. Какое-то безумие. Но они-то войну прошли, а я нет. Вот я испугался.
Так, ну ладно, похеру. Галеньки я и уже не увижу. Оно и к лучшему, наверное. Господи, еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Бля, он типа со страху сдох, что ли? Вы гляньте на него. Скрюченный весь. Ну или типа того. Не, ну игра красивая. Вот со мной оказаться в такой ситуации, это, конечно, блядь, пиздец полнейший. Я буду тем самым чуваком, который все время разделяется, который теряется. Вот это вот, блин, да. Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Отлично. Стоим друг друга. Поднимемся на палубу. Давай. Согласен. Ага. А, блядь-то заебали, ну нихуя себе скримаки, Эй, блин. Чак, видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Пацан, цан, Чарли, иди сюда. А он хоть проверил, там патроны есть? Ни хрена он не проверил, конечно. Типа он все время своего сына видит из-за этого дыма. Эй, иди сюда. Самое прикольное то, что чувака нету. Здорово. Только не это. Чарли! Нихера себе, вот это майндфак. О, не. Пиздёж, 100%. Да ладно! Да бросьте! Да не может быть, что здесь пацан какой-то бегал, ну это же бред! Да я это, блядь, сбросил на галюны, ну не может быть, блядь. Да пошли нахуй, господи. О, блин. СОС! Помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А, ну давай же! Давай же, черт возьми! Блин, а если бы я его застрелил, это 100% бы оказался друг его. Это что за хрень? У него же нож был.
Жестко. Да. Он там со сброшенными якорями, что ли, стоял. Какая тут музыка палевная, пиздец. Блять. Да пиздец. А поебать, короче. Шон Эшмор. Мгм. Как будто бы начинается, не знаю, сериал какой-то. Прям. Netflix прям какой-то. Supermassive Game. Чё, ты игру будешь стримить, эти финалку? Не понял твой вопрос немного. Это вы. Приветствую. Final Fantasy, что ли, В имеешь в моем виду? хранилище. Хранилище. Блин, свечка какая прикольная. Это финал или начало? Это только начало. Только начало, чего? Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока. Правда? Это да. Нафиг надо. Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумеете найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение.
Или, Чем закончится точнее, сюжет на корабле, решение, как-то странно. которое приведет к нужному вам результату. Я не знаю, чем там сюжет закончится. Я же только прощаюсь, начал. Но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения. Ну или ты имеешь в виду, в чем заключается? Или ошибки, которые вы совершите. Ну, вначале там военные в корабль завезли какой-то стрёмный груз. И ударила молния. Там текла вода. И молния попала по этому грузу, и оттуда начала стекаться какая-то жидкость. И прямо в воду. И поднялся какой-то вот газ, туман. Короче, как я сначала было подумал, там какие-то галюны поднялись. В остроумие брат Алекса невинности, окей. Брат Алекса. И потом еще там, походу, мертвецы поднялись. Алекс, мотивация, молодой человек Джули, неуверенность. Неуверенный. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Да, лодка прикольная. Как-то Чего? неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Ай, господи, ну блин. Братишка же. Ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Да сам Джули и полегче. Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Ой, бля. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джули Он же мой пригласила брат, тебя. да? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Сечешь? Мудак. Так, амиго. Встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди сплошной стресс. Да неужели? Мгм. И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Всего 2 недели, блядь. 2 недели? Это давно? А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Да, просто купите еще. Эй! Чё такого? Слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но Типа предложение сделать? это тоже Потому что она очень важный богатая? вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Подумай еще. А ты точно готов? Подумай еще. Взвесь, какие есть за и против. Курс изменен. Брэд посоветовал Алексу тщательно все обдумать. Угу. Угу. Окей. Привет! Охуеть. Сестра Конрада, девушка Алекса, безрассудства волнения. Промечивается брать Джулия, спокойствие. Конрад. Окей. Ну и лицо у него было, конечно. Ну а Конрада мы увидели в фильмах и Quantum Break. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как, Конрад? Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брат, братишка. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Да? Да. Круто. Супер.
Я люблю пиво. Я люблю пиво. Офигенный ответ. Спасибо. Чего? Упала? Брэд был циничен с Алексом. Был недоволен тем, что его считают обузой. Брэд испытывал неуверенность. Алекс сказал, что стыдится его. Алекс сказал, бля, ну пиздец. Ну, с Конрадом отношения повысились. Ты, Брэд, птица высокого помета. Полет. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Ни разу. Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз! Круто! Эй, это будет... Не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Капитан Дюк оф Милан. Смелость, нетерпение. Не прерывай Предложила бы сюжет. вам располагаться как дома, но вижу... Ну, хочется узнать, что там как-то... ну, как вообще все Все на борту и готовы отправляться в движется. море? Сюжетец. Окей. Ну, если ты предлагаешь... Мощно начали, да. Группа подростков решила заняться дайвингом. Так, это мы блюем. Не держи в себе. Это наша Ты, вайфу может, или... хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. или не наша вайфу? Да уж. Видимо, нет. Посмотрим, что там есть. Французской Полинезии. У берегов французской Полинезии. 20 июня. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рэк, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что Рэк там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Понял. Без солнца, типа, нырять Что? опасно. Хорошо. Так, отношения обновлены. Энтузиазм, нетерпение. Ну, все так же. Вы только полюбуйтесь. А, нифига, они самолет Выходит, хотят. Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Плиз, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Раздражение, ну, разочарование. Дайте я промолчу. Эй, меньше знаешь, крепче спишь. Мы будем осторожны. Полагается? Мы чё, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим. Кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и Так, можно я будет как? вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат.
Ага, теперь мы играем за него. Ну, ясно. Привет. Привет, малыш. Снаряжение почти готово. Помочь? Может, помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Потому что она девушка. Понимаю тебя. Но давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас не ссориться. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Ей конец. Как хочешь. Только не провоцируй ее. Ладно, я пока займусь ребризерами, Да, она а все потом мы прекрасно вместе завершим слышит, если вы подготовку. Окей? так Скажи, громко когда будешь готова. разговариваете. Господи. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Ну-ка. С пулеметного гнезда зайти хотите? Понятно. А вот и что. Там, по сути, тоже пулеметное гнездо должно быть. Но там везде дырки, нет? Ну, видимо, вот он. А, это я так, типа, все посмотрел. Эй, И тебе. Мы столько крутого на камеру сняли. Точняк. Приближать можно. И отдалять можно. Очень увлекательно. Так. Мой братишка, наверное, где-то внизу. Привет. У Так. нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Но нырял к паре реков. Не эксперт, но опыт имеется. Если это твой первый незарегистрированный рэк, имей в виду, что нужно следовать определенному протоколу. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Даже так? А кто узнает агрессия? Вол стоит? Серьезно? Знаешь что? Я... Бля. Ну и стоп-кадр. Бля, ну и стрёмная же она. Так, ладно, сейчас. Я-то думал, я сменил. Так, Dark Pictures. Anthology of Middanger стоит вроде как. Как-то не поменялось-то. Все, спасибо, Ревенка. Не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Ай, бля. Подставлять ее задницу. Да пошла ты. И деньги заплатили. Надо было высокомерно сказать. Ну, тогда, может, деньги-то, бля, мы заберем нахуй, а ты как бы пойдешь нахуй, и все. Так, ладно. Что это вообще такое? Оу.
Я должен находить такие картины. Блин, прикольно. Подождите, вот что-то подобное было в Until Dawn, но там что-то другое находили. Я не помню, что. А, там тотемчики какие-то были, точно, да, вспомнил. Тотемчики. А тут картины. Это его брат. Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Эй, все это часть приключения. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Ну не быть же полнейшим мудаком со своим братом, это пиздец же какой-то. Похоже, Джулия Шатов. взяла с собой все. Шаут невиновности. Нифига себе книжка. И Если смысл. не цена, запах и запах. Но она счастлива. Так, стоп, я как-то не очень рассмотрел. Мне вот книга интересна. Что за шраут невиновности? Я еще нормально так не осмотрел, как это все. Сейчас я... Так. Вот. Что это за книжка? Настоящая книга Т.С. Хартли. Должно быть прочитано всеми, кто интересуется салемскими ведьмами в 1692. Понятно. Покров невиновности. Спасибо. Спасибо, микроб. Шаут, значит, это покров. Ничего, такой ник. Неплохо. Так, что на приборе написано? Так. 29. Неплохо. И выключу. Пользоваться умеешь? Нет. Не умею. Не И надо его нахуй трогать, трогать. Ренка. Взят уровень. Да? Классно. 9 уровень, да. Так, Уже в общем, практически это old. ледник. Он гораздо круче обычного акваланга. Ну-ка, Он ну-ка. берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. А ты хороша. Я бы взял тебя под воду. Алло, Алло. ты про мою сестру говоришь? Да ты что? Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Алло, говорит. Так, хорошо, нож есть. Нужная штука. Та-та-та-та-та. Фотоаппарат или какая-то хрень. Да-ка хрень возьмем. Так, что-то я взял. Powerhead в погружении. Powerhead. Ну, нужная штука, наверное. Нахуя мне камера? Как говорится. Палка у меня. Да, я это Детишки, вижу. можно нырять. Пользовалась такой? Палка. Не забывайте о Нет. правилах, пожалуйста.
Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Палка буквально пронзит палубу. Пиздец. Палку возьмешь, блин. Ну, супер снаряга, я думаю, да? Так, вот мы и пошли. Эй, все норм? Норм, норм. Более-менее. Микроб с первым уровнем. Да пошли вы, тут еще и акулы есть. Жалко, что Флис зануда. Думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир? Это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Да. Но И вряд мы ли возьмем Ред самую проверяет каждый проклятую вещь на этом ёбаном корабле. Самолете точнее. Силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Слова моей Еще и подружки. не трогай. Это же охренеть какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет Инты со Старпомом? С кем? С каких пор ты старпом? Молотком? Нет, Пылкий Юнга? все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Вот что? А теперь ей. Ну, блин. Пас. Мне пока что надо следить за твоими друзьями. Правильная хуйня. Правильная хуйня. Красивый у Выпей с тебя корабль. друганом своим. А деньги откуда? Там братишка же валяется. Самоуверенность. Не спрашивай девушку о деньгах. Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумал яхту купить, думал, может, ты расскажешь мне что да как. Если что, буду счастлива помочь тебе расстаться с любыми суммами. Оп-оп. Знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюков Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Угу. Сдержанность, мотивация, обман. Обман. Погода ясная. Надо приглядывать за облаками. Мы здесь. Вот эта вот хуйня опасно близко, я бы сказал. О-оу. Становится довольно людно. Черт. Фак. Так. Как ты тут? Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. Да, посочувствовал. Эй, ты же в отпуске. Наш черный Нужно братка. расслабиться. Я открываю общество трезвости. Буду там один с пожизненным билетом. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Уточнение. Что ты знаешь? Что знаешь об этих обломках? Только слухи и теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. Как ты нашел этот трек? Все искали там, куда летел самолет. А я спросил себя, а откуда он вылетел? В смысле, где авиабаза? У меня возникли догадки, основанные на гипотетическом обратном маршруте, и они оказались верными. Неужели по рассказам о Второй мировой можно находить места для дайвинга? Да, когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен.
Я много знал о маршрутах самолетов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались 100 раз, но ты понимаешь, находить самолеты круче. Пора на палубу. Увидимся. Бамы строгие, да? Так. Картина. Фига себе. Зачем я их тут держу? Воу. Что-то стрёмное начнется тут скоро. Какой-то чел будет стрелять по нам с пистолета. Мы любим копаться в вещах. Мы любим копаться в вещах. Мы любим копаться в вещах наших клиентов. Так, ладно. Так, там что-то было вот здесь. А, подстой, я не почитал. Ну, блин. Что это у нас? Фелисити Дебуа, Даф Авеню, 1204, Сантара, та-та-та-та. Уважаемый мисс Дебуа, настоящему уведомляю вас, вы не выполняете обязательств по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет 24 783 доллара, из них 3381 должны были быть внесены 1 августа 2019 года. В данный платеж просрочен с этой даты. Многочисленные запросы о выполнении платежа и предложения о реструктуризации долга остались без ответа. Если мы не получим по указанную сумму к 30 августа, нам придется начать процесс обращения взыскания на предмет залога, а именно на судно под названием Duke of Milan. О, понятно. Понятно, почему он так решила наплевать на все законы и все такое. Блядские кредиты, ребята, блядские кредиты. У меня тоже есть кредиты. Понимаю. Так, Фелисити Дебуа. Дата рождения. Шатенко. Указанный инструктор имеет право проводить занятия по окружению аквалангистов. Так, мы инструктор по аквалангистам, типа. Привет, маленькая метка. Какими ветрами тебя принесло? Пиздец, это сомалийские пираты. Мне вот серьезно? Это Чем они? нужно? Пиздец, похожи на сомалийских пиратов. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Бля. Пиздец, не похожи на пиратов. Опасно, опасно. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ой, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30. Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду в банк. Пиздец. Ну, Конрад, блядь. Спасибо, бля, большое, нахуй. Это же обычный, блядь, пират или типа того, там, типа, ну, тупо рекет, нахуй. Взяли, врезались в нашу лодку, блядь, такие. Вы повредили нашу лодку. А, блядь, тут и труп под. Солдатская могила, можно сказать.
У него лоб прострелен. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Ха, молодец, Конни. Турель, мы пролезем здесь. Так, теперь мы играем за девушку, насколько я понимаю. Острые концы аккуратно. Блять! А, черт! Эй, осторожно. Тут опасно. Это было неожиданно. Пропустишь даму? Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые! Мы это сделали! Мечта сбылась! Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям! Блад. Ну, походу, сейчас будем. Рейк-дайвинг на сленге подводников, тип погружения, при котором производится спуск на затонувший суда или объект. О, нифига себе. Спасибо, микроп, спасибо. Для чего вот это вот интересно? Джулия, стой! Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Не обламывай мне кайф. Все хорошо. Кайф? Серьезно? Давай, Я давай, просто давай. беспокоюсь о тебе. Не бойся рискнуть. Так, давай по-быстрому, очень аккуратно. Отношения обновлены, бля. Да ебанись. О-о-о-о-о! Я бы увидел такую срань, я бы там просто пиздец охуел. А она спокойная, вы гляньте. Не, она крутая на самом деле. Вы прикиньте, насколько надо быть сдержанным. Она чересчур крутая. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Это было пиздец как тупо на самом деле. Беспечность. Да промолчу. Главное, что ты цела. Только Да. не делай так больше. Я чуть инфаркт не схватил. Область поиска чисто-чисто. Фу, блядь. Хуйню какую-то достал. Написано самолет А, нет. спасательный. Вылетел с американской базы. Блин, Ковальский тут сидел. Блин, это ж тот самый самолет этих, как его, мадагаскарских пингвинов. Ёптить. Летел на помощь кораблю. Окей. Блин, а корабль-то огромный на самом деле. Ну, блин, корабль. На один секрет. Следы пуль по всему фюзеляжу. Сбили их. Брэд обалдеет, когда это увидит. А как так пуля не погнулась, ничего? Тупо как-то воткнулась. Целёхенькая такая. Ну, это супер сувенир, конечно. О боже!
Ну, давайте. Он что-то держит. Фотографии его родных. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Сделай сфотку. Вот и проявление Ты слышал? уважения. Давай проверим. Фига себе, Power Stick. Powerhead. Ё-моё. С пистолетом. Ой! Океан стал мокрее. Не самый плохой исход. О, Океан стал мокрее. пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Прям по голове пуля пролетела. Надо отсюда выбираться. Срочно! Угу. Акула! Здесь акула? Ну иди сюда! Не уйди сюда. Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Так, мы, кажется, видели силуэт другой акулы, нет? Так оказалось намного больше. Постой. Ладно. Что с тобой? Что-то не так? Ну, я не уверен. Я хотел кое-что с тобой обсудить, но сейчас не лучшее время. Что, неужели встал важный вопрос? Стал важный вопрос. Ох, да неважно. Давай уже подниматься. Эй, серьезно? Что с тобой? Ничего? Ты меня пугаешь. Ну, неважно. Мне надо было молчать. Давай. Нам давно пора подниматься. Это все из-за того, что мы вначале, играя за его брата, сказали Крис, за то, чтобы он говорит все Джулия, обдумал. мы поднимаемся, ждите. Ну и ну. А, они уехали? Куда там другая лодка? Только не говорите мне, что они Стой. еще и похитили. Джулия, плановая декомпрессия. Пиздец. Что за хрень? Нам надо подниматься. Стой! Плановая декомпрессия. Черт. Ну ладно. Без нее нельзя. Ебанись. Господи, как же это долго, просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай. Все, пойдем, блин. Эй, Они стоят обгорелые, блин. Что здесь такое? Ничего такого. Все уже нормально. Произошел небольшой случай с нашим барбекю. А, а мы думали, яхта взорвалась. о, господи. Хорошо, что... Так. За что вы платите океан? А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. К сожалению, не потревожить его нам не удалось. Как? Почему? Ну, вообще из-за троса. Черт. Все плохо? Ну, начнем с того, что кабины там больше нет.
просто не знаю, что сказать. Ну, бывает. Вот что можно сказать. Да. Знакомитесь с нашими искателями приключений? Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Мгм. Как бы их тут не сожрали. И Окей. Джулия. Любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная, решительная, упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует. Прекрасно. Нас похвалили? А самолет реально целый? Как ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты! Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водорослей и акулы. Блядь. Акулы? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался Не, принести лица нам еще нехорошие пива? прям очень. Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Круто. М, Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое не просто в голове уложить. Вот уж точно реально безумная. Моя жизнь теперь не будет прежней. Офигительно. Ну, хоть что-то тебе запомнится. Ну, давай, ты о чем? Ты о чём? Говори уже, давай. Не томи. Ни о чем. Не ври. То пялишься на горизонт, как зомби, а теперь ноешь и ноешь. Извини. Что не так? Я просто как-то часто стал волноваться. О нас. О чем волноваться-то? Ну правда, вообще не пойму, что на тебя нашло. Все же круто. Ладно? Да. Ты права. Пойду найду Брэда и Конрада и Флис. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же... Ну, волшебные врата? Какие волшебные... Чё? О чем он... Официально хочу принести извинения за брата, который ведет себя как пацан озабоченный. Не страшно. Пацанам управу найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Балдежно вообще. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй, Все нормально? Ты какой-то загруженный. не, все путем. Прости. Я так, задумался.
После того, что случилось, нырять нельзя? Давай я еще раз повторю для протокола. Служба воздушно-спасательных операций остров Самолет было поступком очень рискованным Конуин. и противозаконным. Окей? Но дело уже сделано, и теперь надо молчать об этом вечно. Иначе попадем в тюрьму. Ну, я буду молчать. Ну, завтра-то На самом деле эти фотографии стоило бы удалить. Иначе в тюрьму. Я с вами. Хочу своими глазами увидеть. Я пойду найду Джулию. На радар, может, посмотрим? Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет? Извини, я отвлеклась. Ничего, найдем его. До окончания диалога Есть. надо было Идем. сделать это все. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Тигр. Вот он. Тигр. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? На борту был план полета. Походу, это спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. Этот самолет явно сбили, в нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Но мертвых они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ну, извинения давайте принесем. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, знаю, но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. К толку приди. Сказку давай. Давай. Как Конрад. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? Ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за $1 я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял Похоже в на правду. атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Только об одном и думает. А она говорит: я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал: вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. 2 человек порубили на кусочки топором.
Ну да, иногда надо приукрасить факты, чтобы ярче засияла истина. Понимаю. Ладно. И кто убийца? А женщина... Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и такая... Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается А к этот шкафу, чувак такой. открывает. И так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Ужас какой! Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Не страшно. Хотя она сама охуела, да. Меня ты напугал. Здорово. В прошлый раз звучало получше, но сойдет. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво? Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Ну, жесть. Шторм, блин. Да, хорош. Эти рыбаки долбаные, блин, пришли. На, хорош, братан! Тихо. Джуниор, ага. Да, это они мудаки ссаные. Да ё-моё. Ладно. Так, а где флис? Блин, ну вот она. Гандоны вонючие. Че им, блин? Деньги нужно, конечно. Джули, ты как? Нормально. Уже. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Вот урода. Уже почти. Давай, 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 давай.
Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй, Алекс, что они с нами сделают? и думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. Короче, Народ, надо освободиться. Срочно. давай быстрее, 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 быстрее. Черт. Не вышло. Давай. Блять! Сука, Сука. я с тобой потом разберусь. Да это сомалийские гондоны по-любому. Да убьют же нас. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, отвали. Чего надо, уроды? О, секир башка, да. Стойте! Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Остынь. Стекут какой-то. Промолчи. Просто промолчи, промолчи, промолчи. Потом с ним разберемся. Теперь веди себя хорошо, малыш. Блин. Уступчивость. Будем молчать, будем молчать. 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 Нормально. Да блять, да вы... Чего такие палевные, ребята? Все. Руки брали. Они идут. Блядь. Так. Господи, Конрад! Нет, пустите! Алекс! Эй, руки убери! Сволочи! Ты чё, долбоёб? Не стучи, олень. Дон, хлебал, закрой. Гондон хлебал, закрой, говорит. Они любить не будут. Флис не тронули. Да они их Флис, я выснасиловать смотрю, хотят с ними или типа прямо того. спелась. Развлечемся еще говорят. Освободи Рэд, меня, ты видел? типа. Нет, не видел. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Так. Ну, блин, осмотритесь в комнате, я не Руки знаю, не что тут показывай. должно быть. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Он долбоёб... Блин, Идут. ты же стоял, стучал. Ну, Нет, ну что за хрень? Эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? да, сомалийские Сколько у них пираты. денег? Сомалийские, сука, пираты, мать их. Так, ладно. Думаем, что делать.
Парфюм. Теперь будем Брызнем ждать, парфюмом. что они У нас решат есть с нами дорогой делать. парфюм. А как же парфюм? — 8 секунд. Шторм в 8 милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Но кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно и на катер. А Давай, вы давай, пока давай, давай, отвлеките. давай, 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 давай. Смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Раз, два, Конрад, двигай на катер. Да я что-то немного не то подумал. Хрень какую-то сделал. Привет, Дос Пасос. Так. Блять. Иди-ка ты в жопу. Кони, давай! Нож, нож. Да блин! Я ебал! Да лол! Оп! Хорошо, хорошо. Так, 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 так. Сборище дилетантов. Флис, я справлюсь. Доверься мне. Так. Что ты делаешь, идиот? Тише! Не сделай хуже. Лучше не глупи, пацан. Конрад, давай! Мы можем их побить! Он хочет меня убить, Торст. Газуй, мразь! Не то нажал! Да! Дерьмо! Да, да блин! Запри его с другим. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Держи. Стреляй, если надо. Да блин! Вот я обосрался. Садись. Вон там. Ты сюда. Сядь. Живо. Если бы я взял пистолет, то меня пушатали, мне Arrêtez, кажется. bande de connes! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Срань. Олсен! Сюда! Тут супер легко проебать персонажей, но пиздец опасно, нахуй. И кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Ха, как же я пословно все просрал, господи. План-то был идеальный. Мы игру со вторым уровнем, поздравляем. Я надеюсь, не просру никого. Надеюсь. Ладно, флис. Эй, Конрад. Ты сделал, что смог. Так! Заткнулись, живо!
Просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Тихо. Слила им про маньчжурское золото. Да тихо. Они в сговоре. Ты ебанутый? Ты что делаешь? Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила! Рот закрой! Спасибо. О! Да блин! Мать твою, все время! Везде, каждый раз неожиданно. Ты со мной. Мне все время кажется, что Конрад... Оставь ее! Блин, вообще надо быть супер внимательным. Супер внимательным. Узнай, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Так. Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Значит, решил схитрить. Тупая сука. Да пошел ты нахуй, я молчал! Хорошо, когда люди помогают друг другу. Согласна? Правда? Нет, он просто давно задонатил, это было год назад или типа того. Отличный парень. Так, Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Эй! Вперед! Давай! блин. Хорошо ты о других заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флис. Да пошел ты. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Какого хрена вы говорите? Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово, он же может там погибнуть. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Так. Блин, ну это хуёво. О, дерьмо. Хо-хо. Да блин. Че так жестко? Пока никто не умер. Да. Все могло сложиться совсем иначе. Спасибо, хранитель. Да. По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите?
Кто президент вооружен. Что будет, того будет. Давай. Справитесь сами. Независимость. А. Дивно. Ладно. Возможно, глупо. Скоро мы это выясним. Ладно, так даже лучше, Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Ха-ха. Все не так, как кажется, да? La porte! Vite, la porte! Ну, насколько я понял, это отец и сын, а третий чел это друг отца. Ну, короче, типа такие отношения, видимо. Junior, retire la tête d'allumage. Ну, в каждой части Dark Pictures там же везде свой этот, типа хранитель, психолог или что-то там. Что в Until Dawn, что здесь. Господи. Ну, что-то немного лагает. Нет уж, спасибо. Так, интересно. Блин, мы еще и босиком ходим. Вперед, шевелись! Да здесь просто гребаное кладбище. Надеюсь, тут больше никого нет. Ну, в таком супер темном корабле можно легко спрятаться, на самом деле. Весь этот корабль — плавучая могила. Это да. Блин, а что с братишкой? Куда он пропал-то? Чё мы брони... Браслет какой-то? Подожди. Вернись! Да, блин. Я не подписывалась на этот ужас. Маска безумия. Сейчас показывается... Ты осмелишься взглянуть в глаза смерти, написано. Я вот уж не думал, если и выживу, то всех, кроме влюбленной парочки, я столбняк. Ну, простуда как минимум обеспечена. Миллер. Чего этим козлам от нас надо? Так, у Конрада, значит, босые ноги. О, черт! У Конрада
Бессы и у сестры Конрада, Джулии, да, типа. Да чего вообще? Да. Марш в каюту. Блин, нас еще в каюту засунули. Так, хорошо. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо. Нормально. Масло есть, кайф. Два источника цвета у нас. Черт возьми, что это за место? Эй, даже эти придурки зассали. Думаешь, корабль маньчжурское золото? Мы сейчас поблизости от тех координат. Да, тут Нельзя золото. просто сидеть. Нужен план. Это как в том фильме, реально. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, Корабль чтобы хоть призрак. как-то трепых... Да заебал, это что за хуйня там мне все время. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Надо вернуться и найти Брэда. Что с ним? Без понятия. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. А мы можем, типа, заменить ее? Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Очень дураку советую, ясно, что это не так. ебучую Они крышу. обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Крышка. Окей. Окей. Угу. Так, тут, ну, ясно. Никакого сохранения нет. Так, что это? Почему это сорвали со стены? СС. Название судна. Да. Думаешь, что это за корабль? Когда Так. сказали тебе, что будет Да, небольшое блин, приключение, я Блин. так нам ждать Сменилось, детализированный оказывается, счет название. за все эти Ну там различное меню. накладки? Итак, за похищение Так, по мисс Дж. 750 Ривера, способ, Локвуд Драйв, сверхурочные 270. 350 за выслушивание Санкционерия, ваших штат приколов. Коннектикут. Привет, куколка, я так по тебе скучаю. Мне еще 3 месяца до отпуска, и я сразу же... Теперь да. Алекс, мне так страшно. Хорошо. Мне еще 3 месяца до отпуска, я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца. Я был с ребятами, увольнение на берег, выпил там немножко пива, но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Как там ребята? Надеюсь, твой босс тебя не... Круто. Я умру не где-нибудь там, а на корабле призраки. Как там ребята? Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко не могу защитить тебя. Пока я стою на карауле в трюмах, только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит. Но ты всегда в моем сердце бережешь меня.
Скоро я приеду, найду работу механиками, тогда мы сможем пожениться и завести 2 детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю. Целую, Миллер. Мы его форму, кстати, видели. На его... На его койке. Очень, очень жутко. Это каюта капитана? Или мне что-то кажется? Или какая-то комната брифинга? Хорошо. Неплохое начало. Я тут кое-что нашел. Давай. Сука! Ща, минутку. Я попробую как-то снять. Что случилось? В 1947 American Overseas археологи пропали в Ираке. 24 британских археолога пропали без вести в Ираке в горах Загроз. Экспедиция Ходжсона прибыла в королевство в сентябре прошлого года для поиска. Иди-ка посмотри. Типа... Окей. Может быть, отсылка к следующей части? Про археологов в Ираке. Вначале будут опять же там, типа, солдат какие-то, туда-сюда. Я смотрю, машинное отделение. День, ты обыщи трюма. Грузовые трюмы? Ты серьезно? Ты их видел? Олсон, там все на соплях держится. У меня инструментов нет, чтобы там ходить. Делай, что говорят. Козел. Будь тут и следить за заключенными. Заключенными? У нас тут тюрьма? Чудесно. Мы скоро разбогатеем, если заткнетесь и будете делать, что я скажу. Что-то здесь не так, не знаю. Очень странное какое-то местечко. Ладно. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. Попробуем ее вскрыть и вылезти. Стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Вот заодно бы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно, альфа-самец. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Дерьмо. Эй! Да, вы, Джон и Сильвер хреновы! Чем вы там занимаетесь? Разрази меня гром, уроды вы, одноногие! Да, вы! Я сейчас посшибаю с ваших 6 пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю, я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент явился вас арестовывать? Он ведь придет за каждым! Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Сейчас дверь откроют, а их нет. Скорее! Он такой заходит, ебать. Он орал там еще? Да, он кричит.
Так, все началось. Верхняя Павлова, Конрад. Надо идти. Блин, ну только бы Уилсона не встретить этого А здесь одноглазого уютненько. ублюдка. Пошли. Тут наверняка есть лестница. Потому что у него пистолет. Всем членам экипажа правила общения начинать не разговаривать, не курить. Ну, обычный этот устав караульного, можно сказать. Ничего. Интересно. Твою мать, куда они ушли? О, раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Мать твою, сука, вонючий пиздец. Ну, ради скримака я сюда заходил, видимо. Ладно. Черт. Отделился от всех тут, понимаешь ли. Ну и отстой. О-ха-ха-ха! Ребята! Интересно, куда все подевались? Тут должны быть Там десятки это- людей. Сотни. Как они могли исчезнуть? Там мертвая медсестра Оставили была. все свои вещи? Что-то не сходится. Лол. Ну и дверь так странно открылась. А где же стрелочка «Вы здесь»? Окей, окей, окей. Так, чё? Куда они ушли, говоришь? Я ебать отвлекаюсь, вообще жесть, как отвлекаюсь. Так, очередная каюта. Угу. Нет, даже не каюта, а туалет. Письма в туалете. Класс. Эйлин Рид, Кроуфорд Драйв. Милая Эйли, я направляюсь домой. Я наконец-то направляюсь домой. Мы услышали об этом еще несколько дней назад, но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе. Вот и все, моя радость моя. Последний поход через Тихий океан, и я снова буду с тобой и девочками. Скорее бы вас всех увидеть. Скажи Джилл и Нэнси, пусть радуются. Уже скоро приедет папа, и у них вот для всех вас есть подарки. Я перед отплытием сходил на рынок и купил там разные отличные вещи, которых у нас не достать. Очень рад, что снова в море. На суше тут жарче, чем в Оклахоме летом. И спрятаться от жары некуда. У меня все нормально, а я ведь получаю твои письма, они придают мне сил. А вот некоторым ребятам приходится туго. Вы помните Винтерса из Талса? Мне кажется, бедолага уже спятил от долгого похода. Его надо было отправить домой, но он не набрал очков для демобилизации. Я знаю, действительно пугает меня. Он продолжает говорить мне, что он на корабле есть маленький мальчик, который каждый раз ведет его в трюм, а потом убегает. Зайца у нас тут быть не может. Сейчас, когда война закончилась, наш опер-отдел бдит как никогда. Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура, но все же вот чего может довести человека такая служба на железе. Мне пора, милая. Снаружи какие-то беспорядки. Обычно это значит, что в ближайшее время я буду сильно занят. Скоро напишу тебе. Целую, Роберт. Ужас.
Я просто не могу в это поверить. Куда подевался Брэд? Думаешь, он на дюке? Я знаю не больше тебя. Там что-то есть. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет. Подожди. Кое-что все. У нас лампа и фонарик. А где эти двое? У них нет источника света. Куда они вперед-то ушли? Вот он один. Хорошо, ладно. Далеко не отходили, видимо. Так, что тут у нас? Так, я выявил... Так, 19 июня я выявил проблемные места хрупкостью конструкции трещинами в некоторых секциях грузового отсека номер 1 и поручил ремонтнику провести необходимые сварочные работы. Посоветую капитана не подвергать корабль большим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. 20 июня. Я отреагировал на жалобу о том, что некоторые электрическое оборудование неисправно. Я обнаружил, что на контактах некоторых компонентов образовались оловянные усы. Я очистил контакты и добавил припой свинца. Он прекратил замыкание и должен замедлить рост усов. Что это за фигня? Почему он сам бегает? Так, провел тщательную еженедельную проверку топлива, масла и жидкостей в машинном отделении. Проверка показала уровень масла в цилиндрах не ниже ожидаемого. Я напомнил персоналу машинного отделения, чтобы они внимательно относились к ежечасным проверкам и при потере давления оповещали инженера. 22 июня. Корабль попал в сильный грозовой шторм, начавшийся вскоре после полуночи. Молния вызвала дуговые разряды в подъемных тросах, висящих над палубой, что привело к ущербу. Смазка вскипела и повредила часть тросов. Мне доложили, что основные проблемы шторм нанес электрическому оборудованию. Вероятно, этому дополнительно способствовали оловянные усы. Несмотря на сильное волнение, сообщения о повреждениях конструкции корабля не серьезных повреждениях типа конструкции корабля не поступалось. Чтобы провести полную оценку ущерба, мне нужно будет работать всю ночь. В смысле, это все? Ну, видимо, да. Но 20 июня как раз таки ударила молния, да? Точнее, 22 июня. Блин, на земле до сих пор этот туман на полу. Везде этот ссаный туман. До сих пор все отравлено. Маленький черепок крыски. Странно то, что он здесь так лежит. Четверг, 12-го. Капитан запретил пить аж до конца плавания. На трезвую голову то сразу понятно, для чего на корабле тихо. Но там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон, в плавании на Ферри сразу же все пресек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. Побалакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там было куча гробов. И чё вроде как, но он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек, чтобы только так. О простых вояках так не заботятся. Я вот теперь и думаю, кто мог быть в тех ящиках.
Пятница 13. Перес сказал, один из ребят наделал самогон из припасов, которые они натырили. В 6 часов. Надо с ними встретиться, оценить чего там. Самогон получился фигня. Перес сказал, что за 4 кружки косил, но сказал, что он... Ну, я сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Суббота 14. Я услышал, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти, знать, что он видел, может, и мне поможет поглядеть. Все заметано, он уверен, что сможет меня провести сегодня ночью. Мы туда и посмотрим. Я помню, в журнале по карцеру были сведения о тех, кто, ну, несанкционированные, там, типа, это, в запретных зонах, там, типа, тусили челики. Ну, ты, мать твою, ты можешь спокойно стоять. Воскресенье 15. Все было мало. Малый, который хотел мне помочь, слег в лазарет. Док Финли думает, что он сочкует. Может, так оно и есть. Но Миллер говорит мне другое. Мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю, о чем это, но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть, я так скажу. Вторник 17. Перес говорит, ребята нагнали еще самогона. Если честно, влом идти и пробовать, но чем еще заниматься? Новости. Новая партия вышла хуже предыдущей. Чтоб я еще раз шел к этому Пересу. Суббота 21. Я прошлой ночью стоял вахту с Воловица. И чуть со страху там из-за него не рехнулся. Воловец тоже напугался и давай нести чушь про какого-то сержанта Джонса, который пропал без вести в джунглях. Может, это как раз Джонс и его ребята в тех ящиках плывут домой, как и мы. Я успел взглянуть и, господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так расставлены, так расставлены, все укрыты флагами, опрятные такие. Если там, правда, Джонс и его упокоили с честью, дедушка Сэм нас никогда не оставит. Он сделает все, чтобы все мы типа оказались дома. Ядрит тек в корень. Я хочу положить этот дневник. Будь добр, положи дневник. Спасибо большое. Ага, блин. Бля. Еще раз. Его убьют. Если я как-то все захуево сделаю, его Олсен убьет. Нашего черного брата могут убить. Надо аккуратно. Хитрость. Конрад. Ну где там наша сестренка? Она все здесь. Внизу что-то движется. Вырубай, 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 вырубай. Вырубай! Ну-ка, тихо все.
Вот это мы удачно, конечно. Привет, Виктор. Это же наша крышка трамблера. Ремнант до конца не прошел. Да, уверен. Я схожу за ней. Нельзя торопиться. Вдруг западня. Нам придется рискнуть. Ну все. Глядите в оба. Так, окей, ладно. Пиздец опасно. Ебать опасно. Девчонка ловкая, да. Я только на Твою мать! нормальной и высокой сложности проходил Ремнант. На кошмаре еще не прошел. Ложись. Надо его отвлечь. Там болтик. Да в смысле, лол? Проклятие, приз у них! Да блин! Где остальные? Да вот чё за хуйня? Что за срань? Не ори, я пытаюсь слушать, что происходит. Я не ору. Заткнись, я хочу знать, где остальные. А, у них прям у всех пистолеты или что? Я не понял. Идем за ними. Не теряем их из виду. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. Играем за Алекса. Блин, теперь мы можем отлететь за Алекса. Флис поймали, это хуёво. Блять. Как так-то, блять? Пиздец, как так нахуй? Флис так тупо поймали. Ты что, всю игру проходить будешь? Вот эту? Наверное, да? Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это... Здесь все удерживать надо. На стороне циркулера. Все команде отсек 7С преобразован во временную часовню до конца похода. Проходя мимо отсека 7С, все члены экипажа обязаны соблюдать тишину и вести себя уважительно. Подпись Капрал Мур, капеллан. Окей. Я понял. Что это? Слышал? Не смешно. Айсберг. Блин, Конрад. Мне бы сейчас тут айсберга не хватало. Что тут творится? Я уверен, это был айсберг. Парень шутки шутит. Погоди, мы здесь уже были. По-моему, нет. Нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? В смысле? Надо идти дальше. Когда мы здесь были, мы только что здесь оказались. Суп дю жур, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Господи. По-французски еще говорит. Супчики, мадемуазель.
Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. Ну, естественно. Погоди, спокойствие, волнение, хитрость, альтруизм. Отношения так себе, конечно. У Брэда вообще плохо все. Эй, осторожнее, сейчас не время херней страдать. Классный нож. Неплохая может выйти компенсация для этих уродов. Сейчас? Да на всякий возьмем. Мало ли что, может пригодиться. В жопу засну. Так. Пошли. А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Так, вижу картину. Да ёб твою ты мать. Брэда могут убить этим самым ножом. Ну блин. А хотя у этих ублюдков-то тоже ножи были, так что... Да. Может быть, как раз таки этот нож и спасет Брэда. Нож-то нож. Что? Что? Здесь кто-то есть! Был ведь... Ну... Какой-то Что она звук. увидела? А, звук? Хе-хе, нужно ждал. Ладно, пошли дальше. Я Это точно мне что-то лагает или у видела, тебя? движение какое-то. Не знаю, вроде не лагало. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной! Господя! Не смейся надо мной. Да надо было промолчать, господи. Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Почему Развернуться? у него крыша Мы едет все или это как? уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? О, Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. просто, блядь, промолчим. Ах, Алекс. Образец спокойствия и утешения. А, у меня не было варианта утешения. Тут, конечно, омерзительно и страшно и жутко, но это просто гора трупов, и они уже не оживут. Факт. Эй, тут имя написано. Брайан Что Картер. они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто они и откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Не ебанулся, что ли? Открывать ты чё? Нахуй надо, бля. Посмотри, похож на детский. Не хочу. Кошмар. Пошли отсюда. Да, может, это Подождите, малыш это Дракула? что за гробы такие, А реально? тут его Это родители, и они лежат в земле из родной Брайан страны, Картер и- там Потом они было все написано. нападают на Конрада и съедают его. Конец. Ну, точно не отряд военных. Зачем запирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Ну, один уже уж точно выбрался, или типа того. Или он спит до сих пор. Наверное, к такое? лучшему, что... О, блядь, ебать! Что там? Смотри, Что?
Ты что, меня пугаешь? Может, просто уйдем? Сука, этот ебучий туман, я вам говорю. Она галюны на этого, на челиков. На каждого тупо. Она что-то видела. Я вот увидел. Конрад пока еще, правда, нихуя не видел. Но было близко к тому, чтобы увидеть. Там какая-то медсестричка была странная в одном из палуб. В одном из кают. Точнее, но в одном из кают. О, да здесь идеально чисто. Ну и ну. Твою мать! Эй, сейчас не время валять дурака. Я серьезно, я на пределе. Чёрт! Какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Ну и спрашивается, нахуя я его трогал в натуре. Аспирин. Конрад, выпей сразу 2... Эй, где он? А к другому специалисту? Чувство юмора она еще сохранила, да. Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Конрад! Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Испуганный труп. Пиздец. А что с этим челиком-то было? Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Хэштег нет. Нет. Хэштег нет. Дерьмово, дерьмово. Не, ребята, вот это пиздец. Оказаться на их месте, это, конечно, полный пиздец. Кони! Кони! Кони Айленд. Кони, черт, да где же ты? Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Он доебал. Тихо. Хочу и кричу. Кони! Точности же не круче всех. Черт, куда он делся? На, Олсен, блядь. Ну все. Дела дерьмо. Олсен нас слышал. Так, хорошо. Куда мы идем? Не твое дело. Баба ебанашка. Ну, она волнуется за брата, как бы. А брат долбоеб, получается. Скажи, куда мы, блин, идем? Надо кричать жестко. Типа, куда мы идем? Сука! Чтоб остальные слышали, где мы находимся. Эй! Назад! Да блядь! Я ж... Трогай! Да в смысле? Я ж вроде как нормально оторвался от него. Ты не
Не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Стой. Этому якуту явно не жить, мне кажется. Может быть, и нам придется сдохнуть от того, что на нас нападет. Или на него галюники накинутся. Серьезно, они хотят запереть в очередную каюту. Ладно, хватит! Выходите! Нифига себе. Ну и странная хрень. Черт! Гребаный корабль проклят. Но даже он просек фишку. СС? Медан. Посмотри. Ангамедан. Головной убор с Медана. Курс изменен уже. От того, что я просто посмотрел на шапку, уже курс изменен. Нифига себе. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Уолсон! Он был с пиратами. Он всегда был с пиратами. Пиратов трое, он третий. Олсон одноглазый, Джуниор молодой. И вот этот чувак, китаец. Или кто он, не знаю. Может кореец, может якут вообще. Не делай этого, прошу. Боже! Боже, о боже, вот этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Куда подевались твои друзья? Ты, блядь, вот сейчас Не серьезно? знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Его зовут Дэнни. Нашего якуда. Merde! Qu'est-ce que tu fais? Олсен, черт, что ты делаешь? Написано. Сказал по-французски. Ну, бля. Нет, конечно, она не заодно за пиратами. Мы хотели крышку взять, какую-то штуку важную для нашей лодки, чтобы уплыть. Да блин, мудила, дай на картину посмотреть. Серьезно? Чувак, вот урод. Сириус. Дэнни, ты дебил. Ненавижу тебя нахуй. Корабль видоизменяется. C'est quoi ce bordel? Чё-то что здесь происходит? Типа стены здесь не было? Дэнни, спокойно, выдыхай, блядь. What the fuck? Что за хрень? Чего? Блин, а вот мне теперь интересно, что он видел. Он походу... Нет, он скорее всего на почве всех этих галюнов, типа, наверное.
Блин, тут еще сектанты какие-то есть. Ну дерьмо, ну дерьмо. Лицом к лицу. Так, стоп. Face to face, как говорится. Не-не-не-не-не-не-не. Или да. Пойдем сюда. Не, знаете что? В пизду. Я пойду назад. К своим ребятам. Ну, типа... Хотя... Дэнни пропал. Черт, какого хрена? Нет, я не профукал их еще. Просто... Телочку поймали уже. Ее ввели куда-то... Я просто там гаечный ключ остался. Я хочу гаечный ключ взять и ушатать чувака. Если надо. Блин, нет, там слишком далеко. Я не знаю. Может туда пойти? Здесь как-то... Здесь везде стрёмно. Блять. Ладно, попробуем назад пойти. Попробуем назад пойти. Понятно. Теперь я спокоен. Хорошо. Можно идти вперед. Так, мы еще можем просрать нашего друга. Как его звали-то? Алекса, что ли? Да, Алекса можем просрать. Конрад куда-то вперед ушел. Алекс и Джули вместе ищут его. Есть тут кто? И кажется, Олсен их увидел. Алекса и Джули. Блять, стрёмный биток пошел. Не смотри так опасно в щели, я боюсь. Не смотри туда. Ладно, пацаны, ладно. Так, надо... Да, мы крышки прошли. Сейчас мы крышку спасем нашу. Страшно. Пиздец. Страшно, вырубай нахуй, да? Дерьмо. Это то самое место, где мы играли за военных. Тут эти военные как раз таки нашли вот этих вот Господи. эти трупы. Что здесь произошло? Чарльз Т. Перес. Рекс Перес, Бостон, штат Массачусетс. Блин, может у них оружие есть? Когда я туда зашел, там за военного, он там умер. В той комнате. Нахуй я туда не пойду. В рот ебал. Не понял юмора. Нормально. Теперь я понял юмор. Оу, найс. Все вооружены почти. Физ нашла нож в грузовом отсеке. Найс. Хорошо. Ну ладно, теперь я хотя бы вооружен. Я просто в тот раз, когда я зашел туда за военного, я не выстрелил в ребенка. Ну подумал, тупо глюк. И если я выстрелю, то убью своего напарника, там, друга. Как его звали? Чарльз, по-моему. Блять. Черт.
ебануться нахрен, что за сучий день? Брэд. Он все время под кроватью был, красавчик. Ладно, так, погнали. Let's go, let's go. Да, братан. Выше нос. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же! Так, ладно, короче, давай. Соберись. Соберись, тряпка. Дюк Милана Стряхнись. пришел к Медану. Блин, Флис прямо там же была. Прям спереди была Флис. Сука. Капец, он резкий. Пол сюжета уже закончилось, он только из-под кровати вылез. Да. О, он только вышел, что ли? У Куплинова смотрел, он вышел, когда шторм был, и трюм затопило. Хера тут разветвление. Нифига, серьезно? Ладно, ничего не говорите, что было у других там. Пока это не случится. Если это случится, тогда можете рассказать, в принципе. Ну, как сейчас, типа. Ну, хуй знает. Караульная служба, место трюмна. Картер Уотс, Рид Миллер, Дэвис, Перес, Гриффин, Паттерсон. Вычеркнуто Анил. Несанкционированный проход охраняемой зоны строго запрещен. Не оставлять пост до прибытия. Нихуя себе. Интересно. Ебать, урод! Что это было? Эй, кто здесь? Так. Это очень плохо. Так, куда они пошли тогда? Направо они пошли, нахуй налево не пойду, ебать. Или пойду, типа, им поисследовать. А там что-то есть. Там каюта. Дверка. Бля. Пойду налево. И она откроется, скорее всего, еще. Нифига, прикол, она открылась. О, идите в жопу, ребят. Не, я пойду направо. Вы видели этот дымок на лестнице? Нет, спасибо. Пойду направо. А там что-то лежит еще. А, браслет, лол, точно. Браслет Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Не. Ну и дерьмо. Ладно. Пиздец, я боюсь потерять Брэда, но пиздец, я его боюсь потерять. Не знаю почему, но из-за Брэда пиздец переживаю. Хуй знает. Вот его уж точно не хочу потерять вообще никак. Нифига. Матерь Божья. Что здесь произошло? Пиздец. Охуеть. Блять, даже представить себе стрёмно, что они видели. Вы прикиньте, в углу вот так вот забились
солдаты, нахуй, испугались чего-то очень сильно. Пехота США, 14 дивизий. Прикиньте, блядь. Пехотинцы, бля, которые видели, прошли через войну, нахуй, испугались чего-то настолько сильно. Охуеть. Да, пошли нахуй. Серьезно. Факт защит, как говорится. Пойду сюда. Драка между членами экипажа зачинщик передовой Вагнера. Все понял. Я знаю, где я. Я понял, где я. Это... Или нет? Нет, это не та палуба. Я подумал, это карцер. Тут бегать нельзя. Походу нет. Можно чуть побыстрее ходить. Ну, бля, придется туда зайти. Да, кстати, Брэд тоже без обуви. Что хуёво. Блять. О, супер. Отлично. Зашибись. Ну и дерьмо. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Брэд, в пизду, уходим. Уходим нахуй, не открывай. Я ебал. Пошел нахуй. Просто уходим. Не-не-не-не-не-не. В пизду вас. Я ушел. Ладно, ну, может там не убийца в шкафчике, надеюсь. Вот выход, вот выход, вот выход, вот выход. Что это за звуки? О, в пизду, напряжные туалеты эти нахуй. Они рядом. Брэд, давай не прекращай. Никого нет рядом. Защити наше будущее, присоединяйся сейчас. Угу. Заявка на выдачу снаряжения, количество описания, респиратор, фильтр, служебный расход. Рядовому Янгу уже выдан противогаз. Янг. Блять, интересно. Кажется... Из Вутанга картинка. Может, они там. Не-не-не-не, ну ты что Так, ты... я туда не заберусь. Альбом 87 года, забыл как называется, Iron Flag. А что за из Вутанга картинка? Из Вутанга картинка. Вутанг клана, нифига себе. Так, противогазы, да? А нужная штука, мне кажется. Так, Том, если это выплывет наружу, отвечать будешь ты, разберись. Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам копия для интенданта второго ранга. Убедитесь, чтобы на гробы сразу же после их обнаружения на водочистной станции были установлены замки. Содержимое гробов секретно. Гробы должны быть постоянно заперты и находиться под охраной, без разрешения доступа к ним вашим военнослужащим.
Ладно, ладно. Так, где я оказался? Алекс? Джулия? Эй! Ну, эта часть корабля мне... О, картина. Нифига себе. К нам прилетит вертолет. Все-таки ничего сверхсекретного. Кажется, испытания военных про гробы. Ну да. Гробы, плюс там еще какие-то вот эти вот ящики были с черепами. Вот когда на черепа-то ёбнул гром, там наверняка ампулы-то и полопались, и весь этот галлюциногенный выброс и вышел. Кто это? Кто здесь? Убирайтесь! Убирайтесь. Это мой корабль. Не. Рано пока. Нет. Я ничего не слышу. Ничего не слышу. Спрыгнуть в воду? Ну, сейчас. Угу. Тот, кто не умеет делать... Тот, кто не умеет дайвинг. Бля. Где, похоже, какие-то разборки. Старшему помощнику Фишеру, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Отправляли радиограмму, указанное ниже времени, но не получили ответа. Каждые 10 минут отправляли радиограмму. Подожди, а наоборот я не посмотрел. До 1:40 мы принимали посторонние сообщения в эфире, однако после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиооборудовании. Изучая ситуацию, я должен не позже 3 часов. Рядовой Купер. Окей. Нужная хрень. Хорошо. Тут и Олсен, и всякие остальные мудаки, так что... Не, нахуй смотреть на весенника. Я чё, блядь? От этого какие-то знания получу, нахуй? Как правильно... узел завязывать, нахуй? Не. В рот ебал. А гаечный ключ тебе на что, чувак? Как бы ударить по двери? По замку? В воду спрыгивать. Вот сейчас... пиздец. Серьезно? Блять. Алекс? А, это даже не вода. Это просто туман такой. Ох, твою мать! О! А там хранитель стоял! Какого хуя? Ебать ты мощный парень. А там хранитель стоял!
Кофе Джуз, здорово. Так, ладно. У нас есть нож. У нас есть нож. Мы где-то с правой стороны корабля, видимо. А ты точно знаешь, куда идти? Что за хранитель? Ну тот чел, который появляется между этими вставками. Между моментами. Брэд? Что тут происходит? Мы что, какие-то моменты будущего видим, что ли? Пуля. Детектив который, что ли? Типа. Ну, да, какой-то чел там странный стоял же. Время от времени там что говорит нам. Ой, да хорош! Прекращайте. Серьезно? Да блять! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Воу, хорош! Нет, 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 нет! Нож! Нет! Нет, нет, нет! Ну и... А, не-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 не! А я подумал, сейчас типа с ножа ударит его. Есть. Вот это мы вырвались, конечно. Бля, мне кто-то еще звонит. Нет, не звоните мне больше. Не звоните. Бомж какой-то. Нахуй дверь не открыл. Господи, что это? Да, ну нахер. Да, в дверь звонил какой-то бомж. Мертвяки восстали еще, ну пиздец. Ха! Нет, пианино трогать я не буду. А давайте будем. Нет, и чё? Ребята, я здесь, призраки. Типа нажимаешь на клавишу. Начнет зал оживать и все такое. Не, я видел такое в фильме «Корабль и призрак». Чувака убили нахуй. Здесь что-то не так. Ты, вот серьезно, что-то не так? А? О, бля. Посвященные должны собраться в тишине, не более не менее чем 5 чистых разумом и душой. 3 из них должны быть женщинами и 2 мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Знаки. Знать, что для Волхва и духовного благополучия Пасхы. Прежде чем начнется фестиваль
Акрамахамари, ритуал, именуемый Фрескея, дабы избавиться от демонов силами посвященных. Далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин. Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сараса с мечами в руках, со всем доступным им рвением. Мы стоим впятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой. Угу. Так, символ о 5 лучах, великий могущественно повернувшись на 90 градусов, изобразить уникурсальную пентаграмму есть вверх. Меч вперед, низким повернитесь градусом. Ядрен батон. Так. Меч вперед и восторженным голосом скрикните. Пентаграмма есть жертва. Страница 3 посвящена. Должен сделать шаг на центру земли. Позиция рам. Произнесите в унисон мы с... Череп, кинжал, кровь, дерево. Череп, кинжал, кровь, дерево. Череп, кинжал, кровь, дерево. Ладно, наверное, надо запомнить, не знаю. Тело следует поместить в гроб из твердого дерева, так, чтобы голова всегда была видна пастве. Как, что зло способно заразить души людские, лишь сила Сараса смущает нас. Ясно. Так, стоп. Я забыл. Череп, кровь. Череп, кинжал, кровь, дерево, да? Череп, кинжал, кровь, дерево. Не знаю, это важно, наверное. Череп, кинжал, кровь, дерево, да? Все правильно. Череп, кинжал, кровь, дерево. Там следы крови есть еще. Угу. И ведут они к тому, к той открытой двери. Они уже происходит? Ритуал провели. Даже 2 убили, что ли? Дерьмо. Стрёмно, бля. Так. Следы даже сюда шли. Давай, Флис, соберись. Любой непонятной ситуации дергай рычаг. Кого это топит? Не разобрать. Она все кричит стоп, стоп. Кого-то топят. What the fuck? Опять хранитель там стоял.
Брэд? Нет, 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 нет. Понятно. Стоп, 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 прекращай. Эй! Биться хочет. Блять, я понял, что я только что сделал. Сука, я Брэда убил, походу. Ебанись. Блять. Я Брэда убил, да? Мне кажется, я Брэда убил, потому что все очень было похоже на то, как Брэд упал вниз. Очень было похоже. Это был глюк жесткий. Блять, прикиньте, я Брэда убил, походу. Так, сейчас, получается, Олсон начнет топить Алекса. Все, он не то, чем кажется, блять. Руки татуированы. Да вообще странная хрень. Хранитель говорил же, все не то, чем кажется. Блять, я убил Брэда походу. Что? Рукой флис. Ты в порядке? Бля, вот это майндфак, пиздец. Спасибо. Чуть не утонула. И там опять же хранитель Надо стоял. уходить. Он все еще здесь, этот тип. Черт. Какого хуя? Что за дерьмо? Все не то, чем кажется? Все не то, чем кажется. Бежим! Этого нет на самом деле. Этого нет на самом деле. Я не знаю. Хрень какая-то. Я вообще не понимаю, что происходит. Блять, это да! Я Брэда убил, мать твою, за ногу, сука! Дерьмо! Блять, я Брэда убил. Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот. Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите
Как-то от них избавиться не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. А, нет. А ты разве мог его убить? Мне кажется, мне надо было просто бить и все. Просто не бить его и все. Вот в чем прикол был. Надо найти всех. Что-то... Ну, кто-то надо мной издевается. Блять. Ебать я расстроен, я Брэда убил нахуй. Ебать, хуйня сломается. Надо как-то эту хуйню засейвить. Дюк? Это же наш корабль, в натуре. О, нет. Этого просто не может быть. Нихуя себе. Блять, как же галюники жестко играют с нами. Что правда, что нет, хуй пойми. И самое ведь ебанутое то, что в начале, когда мы играли за солдата, наверное, его напарник и увидел галюники. Тоже, который с ножом был. И он что-то видел в лице нашего главного героя. А наш главный герой, который был солдатом, видел своего напарника пацаном, типа его сыном. Короче, там либо я бы убил бы, получается, нашего челика, друга, либо челик убил бы нас. И это был несчастный случай, я видел, как он прыгнул. Так, ну-ка. Человек за бортом, данный приказ стоп машины и встать на якорь. Не доложили о человеке за бортом. Надеюсь, что все ваши подчиненные уведомлены об этом и готовы участвовать в поиске. Чел просто прыгнул за борт. Война закончилась, это полная херь. Всем офицерам по приказу капитана Форда, офицерам строго запрещается употреблять алкоголь на протяжении всего. Может, офицер, замеченный за распитием алкоголя или состоянием опьянения, будет выполнять при выполнении своих обязанностей, будет отдан под военный трибунал. Алкогольное удовольствие будет выдано вам позже. Алкогольное удовольствие еще давали? Нормально. Они издеваются. Просто за идиота меня держат. Надо найти всех. Не знаю кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Чё-то Конрада крыша едет нахуй. Не слишком-то он следовал собственным запретам. Угу. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Не, долго тут смотреть ни на что нельзя. Иначе Конрад ловит всякие разные галюники, и это плохо сказывается на нем. В пизду. Да блин!
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Валить надо, Конрад, валим пизду. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Уходим, просто даже в отражении смотреть. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Тупая привычка себя потрогать, да. Говно. И как мне открыть эту сраную дверь? Игра говорит, потрогай, все, потрогай, братан. Ебаный рот. Ну тут упало что-то, придется взять. Для двери пойдет. Увесистый. Угу. О, нет. Нет, 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 нет. Не, не, прекращай, прекращай. Чувак, не ведись на это говно, пожалуйста. Блять! Я не успел нажать. О! Нихуя! Пиздец, кутуе началось. Блять, аккуратно надо. О. Ай, блять, срань. О, бля. Да, за дверью она была красотка, а тут пиздец. Да фак! Так, аккуратно, 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 аккуратно. И черт. А, нет, 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 нет. О, нет, 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 нет. Не, ну хорош. Бабушка, остановитесь. Она еще и бородатая. Давай, Конрад, братан, только не умирай, умоляю тебя. Я уже Брэда потерял, сука. О, кутае говна. Да ну нахуй! Пизда! Да в рот ебись, нахуй, пиздец. Ай. Уже двоих потерял, блять, я хуею, бля. В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Блять. У него стопля точно все не то, чем кажется, опять же. Там хранители видели в конце коридора, он стоял. Да нету этого, блядь, чувака.
Так, стой! Просто... Нет! Нахуй! Чувак просто на панике. Его нет! Этого чувака нет! Я ничего не буду делать! Мне... Или он есть? Я буду с тобой честен всегда. Что? Я не понимаю, он есть или нет? Я не понимаю тут... Какого хуя? Он тоже его видит. Боже, может, он ушел? Флис! Слава богу. Да это я. Бежим. Настолько трое осталось и все. Сука, остальные умерли, блядь. С помощью Флис убил, блядь, братишку. Здесь безопасно? Здесь нас не увидят. сказал бы. О, привет. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Да, Не да. так ли? Доволен, да? Собака вонючая. Погибли уже двое, а ведь все шло так хорошо. Сука. А кто-нибудь видел Брэда? Видели. А как же Конрад? Ему, точнее вам, следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Да. Как-то прекратить. Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников. Узнаете. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Уверенность, не хочу спойлеров. Без подсказки? Вы полагаете, что вам хватит тех сведений, которые вы нашли сами? Что ж, удачи. Вы, может, уже кое о чем догадались? Это все дымок. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Сука. Этот корабль наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Не. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Видела мельком. Я пыталась его догнать, но он исчез. Как исчез? Почему? Тут что-то не так. Думаю, ты что-то скрываешь, Флис. А что, она Слушайте, видела, что что вам ли? от меня надо? Я ничего не видела. Это правда? Ты пожалеешь, если нет. Так, немедленно возвращаемся и ищем Нихуя, моего брата. плохо Джулия. звучало. А вдруг он там умирает? Нужно идти. Конечно, но не сейчас. Ты не видела там Брэда? Мой братский инстинкт бьет тревогу. Он умер, нахуй. Там внизу творилась какая-то хрень, церемония. Меня заметили. Какой-то придурок в мантии напал на меня. Стой, что? Кто напал? Какой-то урод в мантии. Не знаю. Но если Брэд что и умеет, так это избегать конфликтов. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется...
Я теперь играю за здесь- Флис. А, ну, за нет, за Джулию играю? Витает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и Да. постараться мыслить трезво. Ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно, но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Да глюки это, Тут глюки. явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Все нереально. Промолчать. Корабль-призрак не то. Недоумение. Видели золото? Что-нибудь? Пора признать, что никакого золота тут нет, раз мы не нашли. Что произошло на этом корабле? Что здесь произошло на самом деле? Не знаю. Газета была от 47-го года. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Пойди разбери, что тут настоящее. Где команда? Что случилось с экипажем? Куда все делись? Тут повсюду пахнет смертью. Как в могиле. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Вы, по сути, Надо не действовать знаете прямо сейчас. нихуя. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не Кошмар. заведется. Ну это реально, да, они Погодите. глупенькие, но Тут же наверняка есть радиовышка. у них нет той информации, её которая есть у нас, по задействовать. сути, понимаете? Там Здорово, но же ты уверен, что она еще работает? мы видели, Нужно что как-то было в туда прошлом. подняться. Как солдат там тусили, все такое. И как грузили в корабль странные гробы, ящики. Так что любой человек в их ситуации начал бы валить с ссылаться корабля. на сверхъестественное, Да. потому что все, что они видели, это пиздец полнейший. Но на самом же деле это же все галлюцинации, вызванные от каких-то непонятных веществ. Кстати, мы, блядь, играем за Алекса. Какого хрена? Я думал, мы за телочку будем играть, а за нее мы просто отвечали, получается. Наверное, это бред, но может из этих орудий сбили тот самолет? Блин, в натуре. Вот он, блядь, догадку охуенную дал, точно. Они что-то видели место самолета. Может быть, просто... Они видели, наверное, там, типа, немецкий самолет какой-нибудь там, вражеский самолет. И начали по нему ебашить по жесткому. Нет, точно так оно и было. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Угу. Блин, странные галлюцинации на самом деле. Ну, типа, вот все что угодно они могли бы увидеть, да, и в этих галлюцинациях. Но эти галлюцинации прям направлены именно на то, что, типа, угроза надвигается какая-то и все такое. Плюс вызывает повышенную, там, не знаю, там, типа, тревогу, паранойю, там, ну, все в таком духе. А чё ж не Нашли выход? галлюцинации, там, не Увы, знаю. нет, но я буду искать. Розовых пони, Человеков-пауков, всякого такого дерьма. Что-нибудь такое более-менее нормальное. Ну, имеется в виду более-менее не таящее в себе угрозу. Что-нибудь такое спокойное. Ого.
Инструкции. Ну-ка. Инструкции по использованию противогаза нам нужны, блядь. Противогазы нужны, сука. Прежде чем помогать другим с надеванием маски, убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу. Если вы обнаружили газ или услышали сигнал газа... Да, газ, везде газ. Так, ладно. Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и громким голосом подайте сигнал газа. Наденьте сумку противогаза, носите ее под левой рукой. Ага, это я знаю. Снимите каску. Угу. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Накройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдавите из-под маски оставшийся воздух руками. Похоже, здесь перевозили опасный груз. За $1 он раскрыл мне свои секреты. Опустите шланг, теперь можно дышать в обычном ритме. Так, ну это важно, наверное. Мы, скорее всего, наверное, найдем когда-нибудь противогаз в этом корабле, и одевать его придется. Так что... Гофрирую на шланг. Маска при этом должна сморщиться. Если маска не сморщилась, возможно, она где-то неплотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу. Затем снова вдохните. Угу. Опустите шланг. Теперь можно дышать в обычном время. Наденьте головной убор. При необходимости закройте сумку противогаза. Вы сможете снять сумку только при явном указании и уточнении, что опасных поражений газом миновало чуть-чуть. Отодвиньте маску от лица и понюхайте воздух, если хочется. Маски обратно. Затем повторяйте. Надо сначала снять противогаз. Дерьмо. Но они, кстати, на открытом воздухе. Сейчас же здесь, как бы, по сути, должно быть безопасно, наверное, нет? Как бы... Да хотя бриз стоит какой-то. Ветра нет, нихуя нет. Привет, Квантум, да. Привет, Квантум, там. Привет. Так. Да, всем привет, кто смотрит. Тут надо кого-нибудь наверх поднять. Эй, мне нужна помощь. Поднимите меня, девчонки. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. А, серьезно? Ну хотя он сильный, он сможет их сверху наверх поднять. Так что нормальная тема. Я помогу. Нормальная тема, нормальная тема. Мы теперь играем за фриз. What the fuck? Че это она? Не понял. Где? Что это было вообще? Куда эта фриз подевалась? Ну, я, можно сказать, играю на высокой сложности от того, что... Короче, в настройках здесь есть, ну, типа, QTE. Типа, время при нажатии QTE там, типа... То есть оно включено. А если нажать без времени, то получается... Охренеть. Будет намного сложнее, мне кажется. Точнее, легче. Тупо стоп-кадр и, типа, нажать. Здесь. Да, здесь я бежала за Конрадом. Блин, где наша Джулия? Джулия. Ну так кто уже умер? -2 был. Минус Конрад, минус Брэд. В галюниках я его убил. Играет за фриз. Дерьмо.
А ведь я помнил, я знал, блин, то, что все не то, чем кажется. А хуй там взял и убил его. Сюда. Спрыгнул и утонул? Нет. Тут можно пройти. Он просто упал. Там, короче... И потом, типа, поднялся. И в этот же момент там же и оказался Флис. А Флис видела какой-то бальный зал. Типа, весь чистый, такой, опрятный. Но там еще был проведен какой-то ритуал. Вот нахрена делать так темно, ни хера не видно. Когда бабка гналась. Когда бабка гналась, умер Конрад, да. Я вот наверх поднимался, по лестнице уже. Вверх, вверх, вверх. И последняя там хуйня отломилась на самом верху. Я не успел нажать на W и упал. Точнее, нажал, но не ту кнопку нажал, короче. Хуйня полная, короче. Ничего не видно, что ли, вообще? Может, сделать посветлее? Ну так вот вам норм? Нормально видно все? Закрыто. Пойдет, хорошо. Вы нашли радио? Это контраст надо добавлять. Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Так радио есть на нашем корабле, вы как бы... Хуй знает. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Запланированное, смотрите. Запланированный маршрут. А они прошли вот так вот. И вот здесь вот затонули, видимо. Ну как затонули? Здесь остановились. Угу. А по плану они должны были вот так вот вилять и оказаться в Штатах. Да, я слышу радио. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Сообщается о затоплении в втором грузовом отсеке. Многочисленные удары молний. Дрейф на мелководье, местоположение неизвестно. Отсутствует информация о рельефе морского дна, установить глубину невозможно. Начаты поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Поиски прекращены, плотная облачность, установить местоположение не удалось. Там же вроде рядом Алькатрас. Ну, не сказал бы, это прям пиздец. Ну хуй знает, сейчас ну-ка еще раз посмотрю. Что-то не особо разобрал карту. Получается. Ну. Так, СССР, тут Япония. Они, получается, с Китая отсюда вот через Японию вот так вот проплыли. Ну и тупо они, получается, вот в океане плавали. А тут вот, получается, ну, как-то все равно далеко. Все равно очень далеко. Это вот, видите, расстояние какое огромное? Это как несколько Мексик, если вот так вот поставить. Им плыть и плыть, пиздец, еще оставалось. Ну а по плану, если бы не поплыли, то ну где-то вот здесь бы оказались, вот, наверное, где-то вот тут. В нескольких сотен милях от Сан-Франциско. Ну вот здесь просто Сан-Франциско, наверное, находится, вот где вот точка стоит. Вот где вот United States of America. Но видишь, тут далековато от Сан-Франциско. Это вообще тупо океан. Корабль дрейфует в океане.
Так. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Так, сигнал бедствия. Радиоконтакт фрагментарный. Пытается передать СОС с азбукой мозга, много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Не сотни, вроде не более 10, но вроде в пределах видимости. Смотрите. Не может быть. Оно до сих пор Видел? работает. Старые радиостанции мало отличаются от Видел вот современных. эту картину? Если подключить к сети. Сейчас попробую. Я затупил. Я сильно затупил. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Охренеть! Есть контакт! Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 Да, южной всё так широты, 151:20 западной долготы. Не советую давать координаты, Пожалуйста, мы охуеешь. вас ждем. А Нужна я только помощь. что дал. Нифига глюки сейчас были. Смотрите. Баги. Я помню, вертолет прилетал точно. А, военные же! Сука! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить Я электричество. помню, был момент, Нам когда нужно прилетали включить вертолет. радио. Там, Кто-то короче, из нас картину такую должен видел. остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. Мне кажется, блядь, она упала. Мы упали. Если тамблер не засейвишь, то очень плохой финал будет. Все, короче, нафиг. Не надо спойлерить. Будь что будет. Я даже хранителя не послушал его подсказки. Кости целы? Все на месте? Ну, разве что он просто Всё сказал, что нормально? все не то, чем кажется. Он сам говорил. Заткнись. Краткость, да. Нормально. Вы видите что-нибудь? Надо понять, где мы. Буду ждать возле радио. Не, он вполне себе хорошие ответы давал, например. Вот. По типу забейной помощи. Окей. Эй, Но то, что Ты первый. не стоит вызывать военных, это очень на логично. нижних уровнях корабля. Да. Что-то я запаниковал, сказал им координаты, но они вроде как не услышали, то ли типа связь нормально не прошла. Надеюсь, не засчитала. Точно, надеюсь, не засчитала. Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. Это... Доклад офицера медицинской встречи ученого X Уолтера Бишопа. Питер наблюдает встречу с нашей командой и говорит, что мы можем научиться друг у друга. Западный мир должен быть защищен от Соединенных. Известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Блять! Если описывать исследования, проходившие во время в них испытывать действия на людей галлюциногенов кристаллической структурой, блин, манчжурская азота.
Ну, манчжурское золото у нас везде здесь, значит. Пизда. Вот пиздец. Ну и здрасте. Ну, охуеть. Помощь он раз говорит, что вроде не все злато, что блестит. Все, что творится, объяснить можно объяснить с научной точки зрения. Ну вот, по сути, да, он, в принципе, такие дает толстые намеки на то, что это все галлюцинации. В лазарете лежал некий Джо. Манчжурское золото называется. Если мы отсюда Токсин. выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда. Ну, надеюсь. Я всегда прав. Так, лазарет у нас здесь. Подожди. Да хорош. Опа. Господи. С таким плотом выбраться под большим сомнением. Тюрьма. Посмотри-ка. Глянь. Не надо Внизу. подсказывать ничего, вообще спойлерить, даже такие намеки не давай. Машинное Я отделение. не знаю, Самое место для генератора. почему Посмотрим. нелогично ее спасать и все такое, но... Черт. Все, надеюсь. конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да. В полном. А нахер мы вниз Спускайся. корабля, типа, ну... Ладно, нам крышку там, блин, или как она называется, там, для корабля нашего взять. И все. Черт. Ёбаный рот. Ты видела эту херню? Ну да. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращаются зрение и рассудок. На меня не нападали. Итак, корабль вез маньчжурское золото. Давай. Но это было что-то типа биооружия. Да. Галлюциногенного из Китая времен Второй мировой. Да. Агенты были нестабильны и растеклись. Что если они и воздействуют на нас? Паранойя, галлюцинации. он шарит. Так оно и должно было работать. У команды были глюки. Они явно чего-то боялись. А офицеры решили, что несколько нервных солдат хотят откосить от дежурства. Вся чертовщина нам просто мерещится. Это все не настоящее. А с упавшим самолетом это никак не связано? Мало ли, может, самолет вышел на связь с кораблем. Кто его знает? О боже. Ладно, идем дальше. Да, они такие выводы не сделали. Вот иногда очень такие видные склейки происходят. 5 км от Сан-Франциско до Алькатраса. Ну там дохуя километров, где вот сейчас корабль стоит. До Алькатраса там чуть пиздец далеко. Короче, там видны склейки такие большие. Там иногда они говорят о газетах, каких-то записках и тому прочее. Во время разговора и тому прочее. Это очень видно. Если не читать записки, то это может все очень плохо закончиться. Так что в этой игре необходимо читать записки, чтобы прокались те или иные там варианты диалогов. Так что, ребят, тут Ты надо не думала, что было бы, пискать, если бы мы читать, отправились все в вот Японию? это вот. Заткнись. Это все необходимо. Хм. Я нашел. Слава богу, он работает. Ну, А, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Эй, в чем проблема?
Все, надо идти наверх. Должен быть другой путь. Я тоже боялся, что бабахнет. Электричества не было. Мы все починили, но ненадолго. Вы нас слышите? Прием! Опишите ситуацию. Прием. Послушайте, они захватили мою лодку, похитили нас и хотят убить. Пожалуйста, торопитесь. Прием! Спасатели уже к вам выходят. Сообщите тип вашего судна. Прием. Спасибо, сэр. Мы тут на старом грузовом судне. Прием! Помощь уже в пути. Да чтоб тебе. В рот ебать, они летят к нам. Фак! А пираты слились, походу, уже. Ну, скорее всего, Олсен живой. Эй, посмотри. Это ребризер. Это ребризер. С нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Так, откуда не знаю, откуда лететь. Ты, видимо, сегодня очень хорошо чекал, так как они не назвали название судна. Нет, я когда играл за Флис, она называла... точнее, я находил кепку, и там было название... Ну, точнее, там было написано СС Медан. Или, ну, точнее, НГ Медан. НГ Медан. Ну, блин, брать? Не брать. Блять, где моя мышка? Я в рот ебал. Сука, где моя мышка? Блять, Конрад мертвый. Нет! О, боже мой! Боже мой! Боже мой! Надо идти дальше. Je sais ce que tu essaies de faire. De quoi tu parles, tuer, hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Я сам тебя сейчас прикончу, говорит, где-то гребаное золото. Ты что, спятил, Дэнни? Нет, пощади, нет. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis Я красил n'importe поганый quoi. рот. Tout ce que tu racontes, c'est des Фикон, conneries. говна кусок, брехло сраное, завали хлебало, слышишь? Послушай, нет, не надо. Можно же... Non. Fais pas ça. Еба. Я же сказал, заткнись. Черт. Бля, минус Дэнни. Вот он. Угу. Галюники жесткие ловят, пиздец. Maintenant, c'est moi qui viens te chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Духи мертвых идут за мной. Да я вас жду, говноеды. Да все, посос, ничего не рассказывай там мне это вообще. Людям не нравится, я тоже сказал, не стоит. Зачем? Давай смотреть, тут как оно сейчас все будет. Я не знаю. Жуть какая. Блять. Надо... Где этот? Хуйня лежит. Да в рот ебать!
Где крышка? Я не нашел крышку, блядь. А, у него крышка, у него. Зря вы прячетесь, Так. сучки мелкие. Сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытайтесь меня облапошить. Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо. Посмотрим, что будет. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края и остались неудел. Генераторы включены. Золото мое. И теперь пришла моя очередь бить. Моя! Вот этой вот большой кувалдой. Ох. Ох. Ебать, по какой напряг ща был, пиздец. Боже, не стой! Ну? Чё? А, найс. Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Хуйня-то ржавая, он может ворваться. Ну, до пары. Так, думай. У него этот долбанный пиздец. Все. Джуниор. Не сместно. А вот теперь никто из вас не изменится. Никто из нас не изменит. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Не Тихо. меняться? Пиздец, он тоже Нет, калюньки видит. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что изменилось? Назад! Воу. Не лезьте к туману. Эй, здесь нет тумана. Нихуя он шарит. Вдыхайте. Не вдыхайте туман. Он шарит. Как действует туман? Стой. Что это за туман? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Да успокойся ты! Стоп! Стоп! Туман в ком-то из нас? О нет, Убери о нет, пистолет, о нет. слышишь? Слышь, Джулия! Разговор. Только не приближайся, заебал. Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Здесь нет никакого тумана. Заебал! Нет! 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 Ну, микроб, ну нахуя такие спойлеры? Пиздец, пиздец. О, заебал, блядь.
Сука, пиздец, убил Джулию еще. Ёбаный рот. Сука. А ведь в Until Dawn у меня все выжили. А в картинках было, что он сам себя засолил, что ли? Походу сюда. Ой, да ладно! Все как в том гребаном фильме с кораблем и водой. Только без танцев. Вот ведь... Можно мне хотя бы дублера? Ой, блядь. До сих пор умереть можно было от выстрела, от падения, от утопления. А теперь еще и от скуки? А вот и туман. Эй! Что происходит? Да, корабль-призрак. Ладно, на. Пора спускаться в эту дыру. Блять, в рот ебать. Микрофт 4 уровня. Вообще не спойлерите, пожалуйста, вы смоляй, нахуй, вообще ничего не говорите. Про брата Афро не расскажешь, что ли? Блин, а каков... В какой картине было-то, где он сам себя заслил-то, я не помню. Вот этого я, кстати, не помню, чтоб такое было. Это если бы я поехал. Где, блядь, твой противогаз? Я хуй его знаю, где он. Вот, Флис убила его. Это я уже сделал, да. А, было такое, ну, блядь. В рот ебать, я не помню. Я вообще туплю, пиздец. Мне противогаз нужен. Ёбаный говнонский противогаз. Ага, и я еще, главное, за эту девушку оказался не там, где нужно оказаться. Эти славные звуки корабля-призрака. Как так получилось, что я в другом месте оказался, а не там, где нужно? Он его не подрывал, когда была возможность. Я надеюсь, еще подберу. What the fuck? Это что за хуйня сейчас была? Какая-то, блядь, школа со школьниками? Little Hope. Блядь, дайте противогаз, умоляю. Видимо, тут будет Хокинс, бедняга. Так. Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам результаты наших поисковых специальных операций произошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете останки кого-либо из пропавших в районе водоочистной станции, вам, возможно, придется использовать для переноски маленькие гробы. Вот это, видимо, это будет Хокинс, бедняга. От него почти ничего не осталось. Понимаю, что это не лучшее решение, но ребята устроят ему подобающие похороны и окажут заслуженные почести, когда мы вернем останки домой. А пока что мы обходимся тем, что есть капрал Мур.
Это же следующая анонсированная часть, у меня другое на этой картине было. Надо было эту тяжелую хрень брать. Да. Не, это проеб разрабов, я считаю, слишком неочевидный выход из ситуации. Мать твою. Так и знал. Бля. Она видела только что в капюшоне, теперь нет. Бля, интересно, если Флис догадается о том, что она убила Брэда, она... Как вообще на это тогда отреагирует? Ебать! У меня дежавю. Я пришел к тому месту, где Брэд умер. Сейчас мы найдем труп Брэда. Тот... Блять. Она пришла к эпицентру манчжурского золота. Пиздец. Она сейчас просто охуеет от всего. Хотя она уже здесь была и от этого увидела огромный бальный зал. Чистенький такой. Ай, ты дура. Назад! Ты слышишь? Бля, тумблер. Эй, слушай меня. Успокойся, ладно? И никто не пострадает. Я отступаю! Видишь? Успокойся! Тише! Тише! Так. Ты об этом пожалеешь! Там же вода! Ну в рот ебать! Не! Она хлебнула еще этой воды, ёбаный рот. Ну все хлебнули этой воды. О май гад, 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 о май гад. Кутая ёбаная. О! Блять! Не то нажал. Алекс! Алекс! Алекс, сукин сын! Я здесь! Быстрей! Гондон вонючий, спасай меня! Там опять стоял хранитель, мать твою! Тумблер? Где тумблер, мать твою, женщина? Тумблер. Крышка. Нет, рано! Уходите оттуда! Быстро! Ну! Блять! Да пошли нахуй! Пошли нахуй! Заебал! А написано! А! Блять! Да хуя раз нажать, где понятен, где много раз нажать. В рот въебись, пиздец! Один Алекс остался. Охуенно нахуй. Флис! Пошел нахуй!
Ты еще можешь перезапустить, это да. Нет! 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 Алекс еблан один остался просто. Тумблер засейвен. Хотя бы, блядь. Ну хотя бы. Сука. Пизда. Ну выбирайся, мужик, хотя бы ты, нахуй. Ну. Надеюсь, хотя бы он выживет. Я вообще не знаю. Ну пиздец. Я ведь раньше я в КТЕшках был очень хорош. Как же я богоподобно играл в Фаренгейт в свое время. Нет! 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 У меня из-за военных вообще все трое отъехали. Не. А, это финал? Нет, я Dark Souls Ладно. проходил. Проверим, сработает ли оно. Вторую часть, третью часть. Но то, что здесь, ну это пиздец. Счастливый Алекс выбрался. Пиздец. О, жесткое дерьмо. А прикиньте, нас сейчас вертолет военный собьет хуям нахуй. А где вертолет? Мы же не повторили координаты. Поэтому все окей, видимо. Все заебись. Ну, как заебись? Ладно, хуй с ним. Один хотя бы Алекс выжил, но... Блять, всех остальных пиздец жалко, нахуй. Блять, Конрада. Он повесится из-за тебя. И все из-за одной кнопки. Как вы не видели Хранителя-то, кстати говоря? Он там везде был, блядь. Чуть ли не везде. Я пиздец вообще нормально смотрел во все вокруг. Вот этот мудила везде стоял. Он как долбанный джимен. Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Не очень счастливый конец. Или счастливый?
зависит от того, что вас радует. Правда? Заебал. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, Ну да. не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Да. Мне нравится. Эта часть, в отличие от Until Dawn, но, блин, ну, не знаю. Что ж, Оба до хороши, встречи. но это Может, очень... в Little Hope, а может быть, где-то еще. Little Hope. Но знайте, мы встретимся. Это Анонс неизбежно. следующей части было Little Hope. Это школа. Пиздец. Я видел в картине... Пиздец. Фак. Трек nice, да. Ладно, ребят, отдохните. Я пойду сделаю себе чай. Там что-нибудь еще. Ну и давайте перепройдем. Little Hope выйдет в 2020 году. О! Да хорош! Дэнни! Бедный Дэнни. Он живой еще? Пиздец. Ну Дэнни там, конечно. О! Пацаны пришли. Без противогаза. Ни с того ни с сего эта посудина прислала сос. Прямо настоящий корабль-призрак. О, а это что? Да. Я, кстати, гроб не открывал. Господи, а что в гробу тогда? Ёб твою мать. О, блин, при перепрохождении меня, наверное, в любопытство вверх возьмет. Я гроб открою, скорее всего, но это, наверное, плохо кончится. Что за хрень? Дэнни, блядь. Оу, да ладно. Это было их больше. Не рассказывай ничего. Ого. Я сама ее сделала. Нифига. Добро пожаловать в маленькую надежду. Маленькая надежда 2020. Они все разные, кстати. Вот эти вот киношки Dark Pictures, ну типа тематика разная. Тут более она такая типа научная, так сказать. Тут типа все в биоружии дело. А там вполне себе могут быть такие там всякие разные монстры. А в первой части тоже были монстры в Until Dawn. Welcome to Silent Hill, да. Ладно, пацаны, отдыхайте. Пацаны, и если есть девушки, то девушки тоже, да, отдохните, короче, товарищи. И через 10 минут сейчас соберемся. Чаек там, не чаек, душ, не душ, там, что будете делать, там, то и делайте, и возвращайтесь сюда. И самое главное, подписаться не забудьте. Там, типа, фоллоу, не фоллоу. Сейчас будем дальше еще играть. Да, еще что-нибудь сюжетное.
Ну, не знаю, может перепройти еще раз. Я хотел там, типа, всех спасти. Но я еще хотел там World of Warcraft поиграть. Но и в классик там уже, скорее всего, места не хватит. В актуале поиграть чуть-чуть там, может быть. Ну, или что-нибудь еще сюжетное, то... Давай, когда народ поменяешь. Ну, ладно. За один вечер много Man of Medan тоже такой себе, наверное. Ну, посмотрим, короче. Сейчас все равно перерыв сделаем, минут 10, а потом посмотрим, решим, что будем делать дальше. Может быть, дальше Man of Medan, либо в другую игру поиграем. Сюжетную. У меня, в принципе, там были какие-то игры. Дайте-ка.
Так. Все здесь. Кстати, всех с первым учебным днем, с Днем знаний, с 1 сентября, кстати говоря. Забыл об этом людей поздравить. Но у меня уже наступил 2 сентября, если что. Такое легко забыть, когда ты не учишься. Да. Такие моменты я забыл. Забыл поздравить ребят с тем, что они учатся. Учатся. Так. Чтобы. Что бы поделать, да? Сейчас посмотрим. Сейчас подумаем. Что же у меня есть? Блин, круто, да, не убил этих американцев, конечно. Челиков этих бедных американских. Аптеки. Хорошо, что освещения нет. Почему у меня веб-камера включенная? Какого хрена? Меня что, взломали? Так. Я, конечно, могу вебку подрубить, с вебкой играть на сей раз. Как вариант. Да, что-то ничего нету. Ничего нету, ничего не нашел, ребята. Так что хуй знает. Как вариант. В кооперативе. Так, ну-ка. Передавай геймпад друзьям от 2 до 5 игроков. Ничего себе, совместная игра. Так, теперь у нас совместная игра. Пригласить друга. А такое вообще возможно, чтобы кто-то сейчас мог? У кого нет игры? Ну, скорее всего, нет. Ну да, что поделаешь. Некого приглашать. Дос посол с 5 уровнем, кстати. Так. Жалко. А я все коллекции собрал? Или какую-то картину не нашел все-таки? Нет, прикинь, все нашел. А секреты, скорее всего, не все. Да. Секретов-то много, но не все секреты. А, особые возможности же какие-то открыты были.
Создание хранителей. Тайный Оранг Медан. Открыто за сбор всех 25 латунных секретов. За сбор 50 секретов. Ничего себе. История антологии в жанре хоррор. The horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular format. Largely regarded as the first published horror anthology, Twice Told Tales is a collection of mostly previously published stories from The Token, an annual illustrated gift book published in Boston. Натаниэль Готорн родился 4 июля 1804 года в городе Салем, штат Массачусетс. Его прапрадедом был Джон Готорн. В Британии и один из судей, заседавших на процессе над салемскими ведьмами. В 1842 году Эдгар Аллан По рецензировал дважды рассказанные рассказы и заключил, что Готорн — человек неоспоримой гениальности. К тому времени По, также родившийся в Массачусетсе, уже написал для публикации собственный сборник новелл. Этот сборник, озаглавлен «Гротески и арабески», был издан в 2 томах. Антология ужасов стала признанным форматом, и в 1906 году Алджернон Блэквуд, написавший до того немало историй, издал свой первый сборник «Пустой дом» и другие рассказы о привидениях. Затем Блэквуд создал признанной классикой «Ивы и Вендиго», рассказ, который впервые был опубликован в антологии «Затерянная долина» и другие истории в 1910 году. 74 года спустя, в 1984 году, британский писатель Клайв Баркер издал серию книг. Каждая из книг была сборником рассказов ужасов. Книги крови. Каждая из книг была сборником рассказов ужасов. Первая книга моментально сделала Блэквуда и Стивен Кинг провозгласил будущему жанра хоррор. Несколько рассказов из книг крови были успешно экранизированы, и в числе «Голый мозг» и «Полночный экспресс». В 1886 адаптировал свой рассказ «Роман сказки с темной стороны». Нифига себе. В 1938 году ради оперы был прочитан рассказ «Дракула», положивший начало цикла ради спектаклей «Театр Меркурия» в эфире, который прочитан. Цикл, созданный Орсоном Уэллсом и Джоном Хаусманом, наиболее известен тем, что после выхода в эфир «Войны миров» перепуганные слушатели поверили в реальность вторжения пришельцев. В 1942 году, в течение 20 лет, на радио KBS был поставлен более 90 коротких рассказов, которых часто задействовал ведущих звезд Голливуда. Джоан Кроуфорд. Изначально среди этих пьес редко встречались произведения жанра хоррор, фэнтези или научной фантастики. Но в конце 50-х годов гораздо больше, в частности, был поставлен рассказ Говарда Лавкрафта «Данвичский ужас». В одной из пьес под названием «Путешественник автостопом», вышедший в эфир в 1942 году, была адаптирована для «Сумрачная зона». Хичхайкер. Я не успеваю читать прям так быстро. Cooper had been a writer for Orson Welles' Campbell Playhouse, which had succeeded the Mercury Theatre on air. Which is written and directed by Willis Cooper and features Ernest Chappell. Quiet Please for tonight is called Camera Obscura. The play's scripts often broke the fourth wall by speaking Часто ломали directly to четвертую the стену, listener, обращаясь a непосредственно к technique слушателю. much adopted Позднее in этот later прием horror использовал во многих антологиях в жанре хоррора. In his book Terror on the В Air, своей книге Horror «Ужас в Radio in эфире. America», Хоррор-радио в Richard Америке» Ричард Джей Хан писал, что Куперу нравилось придумывать роли для слушателей.
indicating a clear desire to create horror as interactive entertainment more than 70 years ago. Нифига. The show ran for 2 years. Нифига. Forward Интерактивный 50 more ужас. years in radio, and in October 2010, we see the debut of Larry Fessenden and Glenn McQuaid's radio show, Tales from Beyond the Pale. Successful genre filmmakers in their respective Это, rights, the two began producing episodes under Fessenden's studio, Glass Eye Pix, influenced by the works of Boris Karloff, Peter Lorre, and Orson Welles. Fessenden would later partner with the show's sound designer, Graham Resnick, to write the scripts for Supermassive Games' critically acclaimed horror debut, Until Dawn, and for the first game in their Dark Pictures horror anthology, Man of Medan. In film and TV, short-format horror has been successfully represented many times since The Twilight Zone in 1959. Created and presented by Rod Serling, The Twilight Zone ran for 5 seasons on CBS from 1959 to 1964. Each show was a standalone story featuring characters faced by surreal and often disturbing events. Serling's introductions and conclusions to each show summarized the story and provided some justification for the events and, often, the moral of the story. In 2016, Rolling Stone placed The Twilight Zone at number 7 in its list of the greatest shows of all time. The 1972 film Tales from the Crypt is highly regarded by fans of the genre. Starring Peter Cushing and Joan Collins and featuring Ralph Richardson as the Crypt Keeper, it is an anthology film based on stories from EC Comics and one of several Amicus horror anthologies produced in that decade. And in 1989, HBO launched a horror anthology series under the same name, also based on EC Comics, which ran until July 1996. 1982 saw the release of Creepshow, a dark comic horror anthology film directed by George A. Romero. Influenced by and a homage to the material from the EC and DC comics of the 1950s, its entirely original material was written by Stephen King, and it is a somewhat tongue-in-cheek expression of the horror genre. 25 years on, and in 2007, Trick or Treat presents another set of horror shorts as a dark comedy horror anthology film. And then, in 2012, a very different anthology film with a very different tone, VHS. Created by Brad Miska and Bloody Disgusting, an American horror genre website and film production company, VHS is a much darker horror anthology film. Comprising 6 short horror stories and linked by a found footage theme. 2 of the stories, Second Honeymoon and Tuesday the 17th, were written and directed by Ty West and Glenn McQuaid. Other examples in film and TV that are more than worthy of mention are Roger Corman's 1962 anthology, Tales of Terror, based on 3 Edgar Allan Poe short stories and featuring Peter Lorre, Vincent Price, and Basil Rathbone. The 1963 Italian horror anthology, Black Sabbath, narrated by Boris Karloff. The TV series Night Gallery, a spiritual successor to, or certainly a close relative of, The Twilight Zone, fronted again by Rod Serling and focusing more directly on horror, which ran from 1969 to 1973. Stephen King's Cat's Eye of 1985. John Carpenter's 1993 film Body Bags, featuring the likes of Sam Raimi, Wes Craven, and Mark Hamill, and Southbound, a 2016 road trip horror anthology by a number of the collaborators on VHS. Ой, я это кино не видел. From written fiction through radio, cinema, and TV, and now video games, horror anthology is a format that both creators and horror fans enjoy. And it's a format that has existed for almost 200 years. Long may it continue. Круто. Неплохая документалка. Изображая дурачка.
Интервью с Шоном Эшмаром. Интересно. Hey, what's up, man? Conrad. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In The Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. Where's the old crust bucket skipper anyhow? He's an adventurous guy. He lives off the cuff. He does what he wants. Хотя нечто подобное я видел в этом на ютубе. Кажется, что-то такое было. Ладненько. Это все потом. Ну чё, вернулись все или нет? Или чё, до сих пор где-то кто-то что-то тусуется? Что-то давно никого тут нету. Никто ничего не пишет. Отзовитесь, народ. На 1, 2, 3 рассчитаюсь. Да? Есть кто? Заново решил, скучно будет. А, микроб тут, хорошо. Да, не знаю. Я пока еще не решил. Я вот думаю, прохождение Man of Medan на 2-й раз со 2-м заходом отложить на другой день. Типа, посмотрим, может быть, прямо посередине следующей недели. Типа, может быть, на послезавтра или что-то в этом роде. В Hearthstone погоняем. Не, если вот уж выбирать из того, что играть, там типа, ну... Сюжетных игр у меня пока особо таких на выбор таки нет. Я подумываю запустить, может быть, World of Warcraft. World of Warcraft. Попроходить его. World of Warcraft. Покачаться там. Попроходить World of Warcraft. Игра без конца. Да. А, кстати. Так. У меня прям что-то тут чат для слабочитающих, слабовидящих людей. Капец, он у меня огромный, конечно. Так, стоп. Мне интересно наблюдать, как кто-то качается только для того, чтобы прийти за ПВП. За ПВПшить. Так я ведь там не за ПВП там играю. Я там и как бы текста читаю, чё кого. Виктор Троско, WoW Classic. WoW Classic пойти? Ну, если повезет, то WoW Classic пойдем. Если же нет, то, конечно же, то в Актуал пойдем. Хули делать-то. Сейчас я тут на этом чат немного настрою. Так, чтобы он не такой огромный был, а то он капец какой огроменный. Наверное, мешался даже. Сейчас мы это дело подправим. Качни в следующий раз что-то интересное. Ага, обязательно качну что-нибудь. Ну а пока, я думаю, мы будем балдеть. Что-нибудь... Ну вот, Вов будем смотреть. Так, так. Шрифты поменьше сделаем. Вот, все. Отлично. Хотя... Сделаем еще, знаете, как? Высоту поменьше сделаем. И... Вот. Угу. Все. Настроил чат. Так.
Теперь. Ага. Надо бы горячей воды. Alien Isolation. Lightning Share, Pintwit Share. Alien Isolation. Но я в него проходил, кстати. На стриме поиграть Alien Isolation еще раз было бы, ну, в принципе, неплохо, да. Alien Isolation. Ебать, я ж там с ума сойду, нахуй. При первом прохождении там я еще так дофига там охреневал. Как же я боялся эту тварь, господи. Стрёмная тварь. Сейчас заценим, что там с очередями у нас в классике. Надеюсь, нормально там все. Надеюсь, там ничего хорошего. Ну, точнее, не придется нам. Блин. Нет, место написано в Пламя горя. А у меня там персонажи тусуются. О, ясно. Ну что ж, давайте тогда выберем другой мирок. Другой сервак. Перезапустить надо. Пам-пам-пам-пам-пам-парапам. Пам-пам-пам-пам-парапам. А какого хрена? А почему мой рабочий стол стоит? Че за бред? Так. 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 Короче, будем в Рок-Деларе, наверное, тусоваться, да? Там побалдеем. Ща. Надо поменять название стрима и тому прочее. Я, пожалуй, перезапущу стрим ради того, чтобы запись по Man of Medan отдельно сохранилась, чтобы потом там, не знаю. Я же иногда видос пилю для YouTube канала, так что надо его отделить, так сказать. Сейчас по-быстренькому перезапущу стрим, никуда не уходите. Не отходим, товарищи. Перезапускаю стрим. Идет. Внимание, идет перезапуск стрима. Так. Важно, чтобы это все видели. Вот, идет перезапуск стрима. Угу.